Don't look back. Don't look back. Don't look back. Don't look Все так же восхитительный Даррен Корб и музыка для игр Super Giant Games. Восхитительно, божественно, прекрасно. Я не знаю, что меня так на них пробило. Может быть, они действительно очень хорошо заходят под осеннюю атмосферу. За окном дождь, прохладненько. И прекрасный Даррен Корб. Надо поиграть в что-нибудь. Мне кажется, вот еще пара стримов под музыку Supergiant, и, в принципе, можно будет спокойно во что-нибудь пойти поиграть. Вряд ли в Pyre, Hades, Бастион или Транзистор. Однозначно можно будет. Ты пришла спасти меня от грусти? Конечно, конечно. Мы пойдем в Tangle Tower. Может быть, еще во что-нибудь. Я не уверена. Мне кажется, Tangle Tower может оказаться очень коротеньким. И до цирка у Никича мы, в принципе, может, успеем еще во что-то заиграть. Так, давай выхватывать нашу кошку. Так, кошку выхватили. Давай запускать Tangle Tower. Ой, что начинается? Осень жалуется на то, что окно открыто. Ему холодно есть. Да! Вот, ты можешь пойти в спальню. Там тепло и пледики. В смысле, начать игру у нас же... Да, вот у нас сохранение. Так, что у нас... Мне кажется, или ты опять слишком громкая? Она опять слишком громкая. У нее, видимо, не сохраняются настройки с громкости. Не шали, игра. Так, что у нас есть? Много рисунков, красок. Досье у нас особо не дополнилось. Мы поспрашивали... Да, мы поспрашивали Флору, Феликса, Фифи... Угу. Ух ты, интересно, пути. Так, Фифи нам разрешила пойти в ее комнату, но там мы внезапно решили, что мы хотим допросить Феликса дополнительно и Флору.
Хорошо, давай смотрим комнату. Fifi's got something pinned up here. У Фифи здесь что-то прикреплено. What is all this? Что это все? Who is that? Кто это? No idea. Понять не имею. Who is that? А кто No это? idea. Понятия не имею. That's you, Sally. Это ты, Салли. What? Чего? I do not look like that. Я так не выгляжу. Do I? Или выгляжу. А в общем, привет, Мидас. Похоже, я тут один. Так, Good Game может быть очень одинок. Это случается у нас на Good Game. Хотя мне показывает, что там есть несколько землекопов. Но, видимо, они не авторизованы в чате. That's gotta be Flora. Это должна быть Флора. I think that's supposed to be Felix. Кажется, это Феликс. Is that supposed to be me? Это что, Why do I я? look so angry? Почему я такой злой? Скорее не злой, а огорченный. That's just the face you make when you're thinking. У тебя такое выражение лица, когда ты задумываешься. Воистину. Does make you wonder, though. When did Fifi draw all this? Становится интересно, когда это Фифи успела все это нарисовать. Is Fifi trying to solve the mystery with math equations? Фифи пытается раскрыть убийство с помощью математических уравнений. Maybe. Может быть. Did you ever try that? Maybe it works. А ты это не пробовал? Может, сработает? Так, ну, мне кажется, нужно нам со всеми остальными познакомиться. Тогда, может быть, они прокомментируют стрелочки. Is Fifi... Maybe. Did you ever try that? Did you notice who isn't on here? Видишь, кого здесь нет? Freya? Фрей. Mm-hmm. Угу. And Fifi herself. И самой Фифи. A new suspect! Новый подозреваемый. Don't think you can get out being questioned just because you're a bear. Не думай, что тебе удастся избежать допроса лишь потому, что ты Мишка. I'm innocent, I promise. Я невиновен, клянусь. Save it for the judge. Судья об этом расскажешь. Я боюсь представить, что бы произошло с ними, если бы они наткнулись на большой кукольный дом. That's a whole lot of books. Ого, сколько здесь книг. И, кстати, достаточно много свободного места на полочках. Я смотрю, человек заранее предполагает масштабы трагедии. I don't know what that drink is, but I bet it's 99% sugar. Не знаю, что это за напиток, но кажется, он на 99% состоит из сахара. I'd read you the ingredients, А я бы проверил ингредиенты. but there's nothing written on the can. Но на банке ничего не написано. That's even worse. Это даже хуже. What's that big book on the desk? Что это за большая книга на столе? Looks like something Fifi's been writing. Кажется, Фифи здесь что-то записывала. Is it a clue? Это улика? I hope not. Надеюсь, что нет. It's just a bunch of notes about her microbiology experiments. Просто куча заметок о ее экспериментах по микробиологии. You never know. It looks like a microscope. A big one. Похоже на микроскоп. Очень большой микроскоп. Can I touch it? Можно его потрогать? I'm not sure this is a microscope. Мне кажется, что это не микроскоп. Здесь 4 лупы по горизонтали в правильные позиции. Чтобы у нас, видимо, получился ключ.
The big one. The bigger? Блин, она преграждает. Вот так? I got it. Я понял. I'm impressed. Впечатляет. Наверное, не я понял, а у меня получилось. Ты все сломала, я все починила только что. Sounds like it unlocked. Кажется, открылось. Yeah, it's built on top of a little metal box. Ага, все это крепится к маленькой металлической коробочке. There's a book in here. И здесь книга. Тайный дневник. Потертая книга, напоминающая дневник. Она закрыта на замок с помощью странного металлического устройства. Похоже на вот эту вот часть от сейфа. Suspicious. A pretty ornate window with a great view of the lake. Красивое витиеватое окно с отличным видом на озеро. We're supposed to be looking for clues, not assessing the real estate value. Мы должны улики искать, а не оценивать стоимость недвижимости. And over here, you'll see the owners use sheets of paper to block out all that unnecessary natural light. А вот здесь видно, как хозяин заблокировал излишний свет исписанными листками бумаги. A simple trick, but it really transforms the space. Простое решение, но зато как облагораживает пространство. It's a magnifying glass. A Это big one. лупа. Большая. How come you don't have one of those? А почему у тебя такой нет? Why? Because I'm a detective? Почему? Зачем? Потому что я детектив? Should I start smoking a pipe too? Может, мне еще и трубку начать курить? You can pull off a pipe. Тебе не пойдет. It's a magnifying How glass. come Why? Should I you start? can... What's that big book on the desk? Looks Is like it- Я It's думала, just a вы bunch of хотя notes. бы тут еще блокнот есть, чипсики вон лежат какие-то, еще какая-то записка есть, а вы всю книгу обсуждаете. Homemade posters. Самодельные плакаты. This one's about the Pythagoras theorem. На одном из них теорема Пифагора. Ah, I've not heard of that band. Are they any good? Я не знаю такую группу. Хорошая у них музыка. Boxes Коробки of stuff. с кучей барахла. Boxes of stuff. Книги. Crystal chandeliers. Extra fancy. Хрустальные люстры. Роскошь. I don't know. They just seem old-fashioned to me. Ну, не знаю, мне они кажутся просто старомодными. Plus, they're kind of dusty. Плюс они такие пыльные. Так, книги потрогали, коробки потрогали, медведя потрогали, схему непонятную тоже потрогали. Плакаты, окно, еще бумаги, открыли дневничок. Здесь все потрогали. Stuff Fifi's thrown away. Вещи, которые Фифи выбросила. You gonna rummage through the trash can? Собираешься ковыряться в мусорке? No, that is quite beneath me. Thank you. Нет, это ниже моего достоинства, спасибо. I give it 5 minutes before you're in there. Спорим, через 5 минут ты туда обеими руками и ногами залезешь. Если отвернуться. Так, допустим. Здесь у нас какая-то закрытая комната. Давай попробуем сходить обратно на улицу. Что ты мякаешь? Ты сам забрался на стол. Забрался на стол? Терпи поглаживание. Каменная
Центральная площадь. There's a metal plaque on the bench. На скамейке металлическая пластинка. Is there a message engraved on it? На ней выгравировано сообщение. I think there was at one point, Кажется, когда-то было так. but someone scratched it off. Но кто-то его соскоблил. You ever see a mushroom that big before? Ты когда-нибудь видела такой огромный гриб? Not in real life. Не в реальной жизни. A giant glowing gemstone full of plants. Гигантский мерцающий самоцвет, полный растений. AKA a greenhouse. Теплица, то есть. A pointless little stone tower. Дурацкая каменная башенка. I don't know. Might be a good hiding place. Ну, не знаю, возможно, там хорошо прятаться. Want to play hide and seek? Хочешь, сыграем в прятки? I could be persuaded. Если уговоришь меня. Вы детективы грёбаные, какие сыграем в прятки? Назар, привет. Доброго вечерочка. It's Tangle Tower. Это путанная башня. Or at least it's the mansion at the base of Tangle Tower. Или, по крайней мере, особняк у основания путанной башни. Whoa. Nice cape. Оу, клёвый плащ. You're not fellows or pointers. Вы не фэллоу и не поинтеры. I'm sure I shall immediately regret asking. But who are you, and what is your business here? Уверена, что я тут же пожалею, что спрашиваю, но кто вы и что вы тут делаете? I'm Sally, and this is my sidekick Grimoire. Я Салли, а это мой помощник Гримуар. A private detective grimoire. Частный детектив Гримуар. Really? You're a detective. Неужели? Вы детектив? If this is a joke, it's not a good one. Если это шутка, то неудачная. Who are you anyway? А вы кто такой? Private Detective Hawkshaw. Частный детектив Хокшоп. Oh, nice. Hawkshaw's a cooler name than Grimoire. О, круто, Хокшоп звучит гораздо круче, чем Гримуар. Maybe I'll become her sidekick. Может, я стану ее помощницей? You're not on the Freya Fellow case, too, are you? Только не говорите, что вы тоже расследуете дело Фрей Фэллоу. That is classified information between myself and my client. Это секретные сведения, о которых знаю лишь я и мой клиент. Clearly, this is something which eludes you. But a real detective refrains from handing out informations to persons unknown. Очевидно, что вы это не усвоили, но настоящий детектив не разглашает информацию о незнакомым людям. Oh, right. Да. Now, if you would, I have work to do. А теперь, если позволите, у меня дела. It's not in my interest to discuss personal details. Не в моих интересах обсуждать личные дела. Even if you're one of the suspects in a murder? Даже если вас подозревают в убийстве. Мне часто не нравятся формулировки того, как перевели. Мне вроде хочется сказать лучше, но я понимаю, что лучше не выёживаться. Very well. Let us make a small exception. Прекрасно, сделаем небольшое исключение. Ask. Спрашивайте. Oh, what are you doing here? Что вы здесь делаете? I'm on a case at the behest of my client. Я работаю над делом по просьбе клиента. How long have you been at Tangle Tower? Как давно вы в путанной башне? 133 hours. 133 часа. То есть они сначала наняли ее, а потом еще наняли нас. 5.5 days. 5,5 дней. Who are you working for? На кого вы работаете? I am not at liberty to answer that. Я не имею права разглашать это. Now, I shall permit you one more question. Значит так, я разрешу вам задать еще один вопрос. What crime are How'd you get that scar? It's Ah. cool. Какие преступления... Откуда у вас этот шрам? Он выглядит круто. You really think so? Вы правда так считаете? Кот поднял голову посмотреть на шрам. Осень. Такой ты жопошник, кошачий. Угу. As it happens, I completed an examination of Flora's room on the morning before the murder.
Между прочим, закончила осмотр комнаты Флоры за день до убийства. До? I've been investigating every single room at Tangle Tower. Hers is one of the last on my list. Я исследовала каждую комнату в Путиной башне. Ее комната была последней в моем списке. Did you find anything unusual? Нашли что-нибудь необычное? Nothing but a thin layer of dust and an atmosphere of somber melancholy. Ничего, кроме тонкого слоя пыли и атмосферы унылой меланхолии. Was Flora in there at the time? Флора тогда была там? She spent the duration of my search staring up at the sky, out the open window. Большую часть осмотра она не отрывала глаз от неба, уставившись в открытое окно. Didn't say a word, although I'm told this is the expected behavior. Ни слова не сказала, хотя меня предупреждали, что этого следовало ожидать. What did you do after that? А чем вы занимались после этого? I spent the early evening searching the library. Провела начало вечера за осмотром библиотеки. It took longer than it should have. Fiona leaves that room in a permanent state of disarray. Это заняло у меня больше времени, чем я ожидала. Фиона постоянно оставляет эту комнату в полном беспорядке. Fiona was in the library too. Фиона тоже была в библиотеке. I expected her to make an appearance, but she did not. Я ожидала, что она появится там, но она не пришла. And you stayed in the library the rest of the day? И вы провели остаток дня в библиотеке? Not quite. Не совсем. Что-то мы ее допрашиваем с особым пристрастием по сравнению с остальными. Towards the early evening, my examination of the library was unexpectedly disrupted. К вечеру мой осмотр библиотеки был вдруг прерван. Sounds of running, wailing, shouting from several floors above. Звуки бега, вопли, криков несколькими этажами выше. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. Я покинула библиотеку, но не успела подняться, как появился профессор Пойнтер. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall, and begun up the Fellow staircase. Он спустился по лестнице Пойнтеров, пересек зал и начал подниматься по лестнице Фэллоу. Our eyes met. He was breathless. Something had caused him great alarm. Наши глаза встретились, он запыхался, что-то вызвало у него сильную тревогу. He told me to stay out of the way. Он велел мне уйти с дороги. I consented. I decided to return to my office in the stone square. Я подчинилась. Я решила вернуться в свой офис на Каменной площади. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. Я открыла парадную дверь, как вдруг из-за спины меня окликнула Пенелопа. She was clutching the banister of the Pointer staircase with an apprehensive manner. Она вцепилась в перила лестницы Пойнтеров с озабоченным видом. She wished to know where Professor Pointer had gone. Она хотела знать, куда пошел профессор Пойнтер. I told her what had transpired. Then, she too crossed the hall and disappeared up the Fellow staircase. Я ей рассказала о том, как мы пересеклись. Я, к сожалению, смотрела на кота, поэтому не увидела, что там дословно было переведено. Тогда она тоже пересекла зал и поднялась по лестнице Фэллоу. More so than at any moment prior, I felt like quite an intruder in the house. В этот момент, как никогда до этого, я почувствовала себя незваной гостьей. I took my leave, out towards the stone square. Я покинула дом и направилась к Каменной площади. The grounds were silent. There were no signs of human life. Все в округе затихло, не было ни одного признака человеческой деятельности. Even the greenhouse was without its typical inhabitant. Даже в теплице не оказалось его характерного обитателя. I noted that he, too, must be entangled in whatever was transpiring in Fellow Tower. Я решила, что он тоже должно быть замешан в том, что произошло в башне Фэллоу. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. Прошел ничем не примечательный час, и тут, наконец, появился садовник. He spoke to me of what had occurred. Он рассказал мне о том, что произошло. His report was as clumsy and cumbersome as the man giving it. Его отчет был топорным и нескладным, как и он сам. Did he seem upset? Он был расстроен. He was rattled. That much was clear. Он был потрясен, это было очевидно. But sorrowful, mournful, Печальный, унылый. I cannot say. Не могу сказать. Ну, понеслась. A somewhat cumbersome device, Какое громоздкое устройство. and an altogether inefficient way to listen to music. И совершенно неэффективный способ прослушивания музыки. What kind of music do you like, Hawkshaw? А вам какая музыка нравится, Хоукшоу? Так, Салли, я не поняла.
Мы расследуем убийство или ты флиртуешь с Хокшоу? I like anything. Любая. What a cop-out. Вот и отговорка. I believe that was in Flora's room yesterday. По-моему, это вчера было в комнате Флоры. But it was not cracked when I saw it last. Когда я видела это в последний раз, трещин не было. Ага. The paint is still wet. Краска еще не застыла. Yeah, well, we know Freya was in the middle of painting when she was killed. Да, мы знаем, что Фрей рисовала эту картину, когда ее убили. Do you know that? Знаете ли вы? How? Because you were told? Откуда? Потому что вам так сказали. Makes quite an impression, doesn't it? Впечатляет, не правда ли? Although I can't imagine why she painted Flora wielding a knife. Хотя представить себе не могу, почему она нарисовала Флору с ножом в руке. You didn't see a knife anywhere in Flora's room, did you? Вы не заметили нож в комнате Флоры, да? I did not. Нет. I conclude whatever stabbed Freya must have been brought into the room from outside. Я пришла к выводу, что то, чем убили Фрею, было принесено в комнату извне. Unless, of course, it was the painting itself. Если, конечно, это не была эта картина. Surely you don't believe in that kind of thing. Вы же не верите в подобную чепуху? A detective's job is to examine every avenue of thinking. Задача детектива заключается в том, чтобы исследовать все направления мысли. Conveniently left anonymous. Как удобно, что его оставили анонимно. It's useless until you can prove to whom it concerns. Оно бесполезно, пока вы не докажете, кому оно адресовано. Can you do that? Да, вы можете это сделать? No? No. Нет. Нет. Яйцо. You got it open. I'm impressed. Вы сумели его открыть, я впечатлена. I managed it myself yesterday. I thought Flora might be hiding Я сама пыталась вчера, думаю, Флора, возможно, прячет something in there. Прячет там что-то. It was empty yesterday, too. Вчера оно тоже было пустое? It was. Perhaps it's always been empty. Да, но, возможно, оно всегда пустовало. Paints? Краски. Yep. Да, Paints. краски. Mm-hmm. Ага. These figurines remind me of a case I once solved involving a possessed doll. Эти статуэтки напоминают мне об одном моем деле с содержимой куклы. Turned out to be a bit of a smokescreen, as these things often do. Оказалось, дымовой завесой, как часто и случается. Your life sounds fun. Grimoire, why don't we ever have fun adventures like that? Веселая у вас жизнь. Например, почему у нас не бывает таких веселых приключений? Are we not having a fun adventure right at this very moment? А разве мы не участвуем в веселом приключении прямо сейчас? I'd tell him not to quit his day job. Я бы ему посоветовала не уходить с работы. Такое иногда хочется сказать некоторым одаренным юным мастерам, которые особенно выставляют за какие-то баснословные деньги свои поделки. But he hasn't got one, has he? Но он и так не работает, не правда ли? I admit, it's powerful. Признаюсь, это мощное произведение. Freya was a talented young woman. Фрея была талантливой девушкой. Someone even liked it enough to take a photo of it. Кому-то она так понравилась, что тут даже решила сфотографировать. Now, we don't know why they took the photograph, do we? Но мы не знаем, почему этот кто-то сфотографировал ее, не так ли? Perhaps they just wanted it for reference. Возможно, это нужно было просто для сравнения. Для сравнения. Okay. A photograph of Freya. Фотография Фреи. Could be important. Вероятно, она имеет какое-то значение. When did Freya draw the picture of you, Hawkshaw? Когда Фрей нарисовала вас, Хокшоу? I didn't model for her, if that's what you're asking. Я не позировала для нее, если вы на это намекаете. She must have done it without my permission. Она, Could должно just be быть, from сделала memory. это без моего It's разрешения. not quite as detailed as the others anyway. Возможно, просто по памяти. Этот рисунок не такой подробный, как другие. A book from the library. One of hundreds, no doubt. Книга из библиотеки, одна из сотен, несомненно. What makes this one special? Что в этой особенного? It's about birds. Это книга о птицах. Yes, I see that.
Да, это заметно. Does Flora still own that bird? Do you know? А вы не знаете, эта птица все еще у Флоры? Don't think so. The drawings are from a few years ago. Не думаю, этим рисункам уже несколько лет. I see. Понятно. A diary. Have you read it? Дневник? Вы его прочли? Not yet. It's locked. Еще нет, он закрыт на замок. And you haven't attempted to force it open? И вы даже не попытались взломать замок? That would be cheating. И это было бы нечестно. Не оправдан. Have you deciphered the meaning of those 4 symbols on the harp? Вы уже расшифровали значение этих 4 символов на арфе? We're working on it. Мы работаем над этим? That's a no then. Значит, нет. Tangle Tower. Путанная башня. No idea why they insist on calling it that. It's not even a tower. Вообще не понимаю, почему они настаивают на этом названии. Это же даже не башня. It's little more than a pair of turrets stuck on either side of a mansion. Это всего лишь 2 башенки, прикрепленные по обе стороны обычного особняка. Have you searched the whole place? Вы уже все здесь обыскали? I believe so. Why? Думаю, да, что? He wants to know if you found any secret rooms. Он хочет знать, не нашли ли вы какие-нибудь потайные комнаты. I'm afraid the residents of Tangle Tower are far too ordinary for anything like that. Боюсь, жители путанной башни слишком уже заурядные, чтобы иметь что-то подобное. I was disappointed too. Меня это тоже расстроило. Это же замок. Ну, кстати, да, вполне. Но, может быть, из-за того, что они его активно попилили на 2 стороны, они не хотят его называть замком. А башня? Башня одного семейства, башня другого семейства. You truly consider this a case file? Вы вот это считаете досье? What's wrong with it? А что с ними не так? No organization, no system. Никакой организованности, никакой системы. That's my style. Но это мой стиль. I like seeing everything laid out at once. Yeah, it helps me think. Мне нравится, когда все выложено вместе, мне так легче думается. How quaint. Как забавно. Так, ладно, давай допрашивать о людях. Freya Fellow is of great interest to me. Про Эфеллу она меня очень интересует. I perceived her to be the most intelligent individual here at Tangle Tower. Я считала ее самым разумным человеком в путанной башне. Within a day, she had identified for whom I was working and for what I was searching. Она в течение одного дня разузнала, на кого я работаю и что я ищу. I didn't know how she did it. I was impressed. Не знаю, как она смогла, меня это впечатлило. I regret that I did not question her more thoroughly when I had the opportunity. Мне жаль, что я не допросила ее поподробнее, когда у меня была на это возможность. You couldn't have known she was about to be killed, though. Но вы же не могли знать, что ее убьют. I have only myself to blame for failing to perceive the signs. Мне остается винить лишь себя за то, что я не разглядела признаки. What signs? Какие признаки? I do not wish to do your job for you, detective. Я не собираюсь делать за вас вашу работу, детектив. Окей. Я бы не сказала, что местные жители такие же заурядные. С другой стороны, мы не знаем как бы этой вселенной, какие у них люди нормальные, какие заурядные и так далее. Откровенно говоря, и детективы, которых мы встречаем, тоже не самые обычные. 314 cases solved. 314 решенных дел. 300? Хтыщ, это, видимо, была пощечина. 300 And 14. и 14. Все, комментариев больше не нужно. Considerably intelligent. Заметно эрудированная. And her powers of observation are enviable. И ее наблюдательности можно позавидовать. But she has no ambition. Но No у нее focus. нет амбиций. Нет цели. In her defense, she's still a teenager. В ее защиту она же еще подросток. Barely. Едва ли. И по 19 лет. Did you get anything useful out of him? Вы вытянули из него что-нибудь полезное? Not sure.
What about you? Не уверена, а вы? Nothing worth committing to paper. Ничего на что стоит тратить бумагу. I think he knows more than he lets on. А я думаю, он знает больше, чем притворяется. Probably. Возможно. But talking with him is so tedious. Но разговоры с ним так утомительны. Но он действительно несколько раз чуть не проговорил что-то важное относительно того, что происходит здесь. И он нас заставил думать о потайных комнатах. Quite the stoic statue, isn't she? Крайне стоическая личность, не правда ли? I can only dream of being as cold and indifferent as Flora Fellow. Я могу только мечтать о том, чтобы быть такой же холодной и безразличной, как Флора Феллоу. You think she's hiding something? Вы думаете, она скрывает что-то? Perhaps. Возможно. She has some strange habits. У нее достаточно странные привычки. I heard she barely sleeps. An hour here or there, sporadically. Говорят, она практически не спит, на час прикорнет, и все, эпизодически. Ну, можно поставить на то, что стоя в комнате и смотря куда-то там вдаль в окно, в это время она спит. Просто с открытыми глазами. Стоя. Это такое может быть. Режим сохранения энергии, так сказать. Николас, дам привет. У нас сегодня крайне такой пассивный чатик. Народ есть, но народ в лурке неспокойно наблюдает. Так что не обижайся, если народ особо не поприветствует. Spends the rest of her time staring up at the sky. А все остальное время пристально смотрит в небо. Так, ну относительно всего, что мы знали, мы спросили. It's Tangle Tower. Or at least it's the... Куда еще пойдем? Так, у нас есть еще. И можем пойти в соседнюю башню. Хорошо, давай сюда. Тепличка. Крайне неподозрительные красные глаза. Чел. Садовник. That's a handsome beetle. Красивый жук. Looks like he might have magic powers. Кажется, будто он обладает волшебными силами. Hanging baskets. They're so high up. Несящие корзины, они так высоко. To you, maybe. Для тебя, может быть. You're only 2 inches taller than me. Ты всего на 5 сантиметров выше меня. 2 inches makes all the difference. 5 сантиметров хватает. Meh. Ух, эти высокие. Bags of soil. Мешки с землей. It's so blue. Она такая голубая. All the flowers here look kind of poisonous. Все цветы выглядят ядовитыми. Can flowers be poisonous? Разве цветы могут быть ядовитыми? Anything can be poisonous. Все что угодно может быть ядовитым. Good to know. Приму к сведению. Tools. Инструменты. Used by a gardener. Их использует садовник For gardening. для ухода за растениями. It's glass. Стеклом. Голубая луна, всему виной, все в округе говорили. Sorry, not sorry. But I can't see through it. Но через него ничего не видно. Total oxymoron. Ну, Оксимирон. I am not. А вот и нет. Tools. Used by gardening. Tools. Used by gardening. This one's in a little pot. А этот растет в горшке. Okay, that is definitely not edible. Так, это точно несъедобный. It looks like a gemstone. Don't you Похож think? на самоцвет, тебе не кажется? Фрукт в горшке. Фрукт в горшке с твердой, похож на самоцвет кожурой. Почва в горшке имеет необычный синий цвет. Bit of a decadent flooring choice for a greenhouse. Слишком роскошный пол для теплицы. A little chart of, Чертеж... actually, I have no idea what it's about. Вообще не имею ни малейшего представления о том, что здесь нарисовано. Етить.
явно подсказка. What do you make of it? Что скажешь? Not a whole lot. Немного. Sally, don't move. We're being watched. Они начали светиться. Салли, не двигайся. За нами наблюдают. Yeah, I see him. Да, я его вижу. He's a little too big to hide in the bushes. Но он слишком большой, чтобы прятаться в кустах. Такой просто в смысле слишком большой. Я думал, вы меня не видите. Сразу вспоминается Дракс из Стражи Галактики. Is anyone going to say anything? Ну что, кто-нибудь начнет говорить? Or shall we just stand around staring at each other? Или так и будем стоять и пялиться друг на друга? Да, Дракс. Это знаешь, вот эта вот сцена, где он такой, в смысле, меня не видно. И знаешь, откуда-нибудь из непонятного места берет чипсики и начинает хрустеть. Такой, мол, я ничего не знаю, меня здесь нет. Right, sorry. Верно, извини. Sorry. Извините. Какой неожиданный голос. That's better. Так-то лучше. I'm Sally. And the guy hiding behind me is Detective Grimoire. Я Салли, а парень, спрятавшийся за моей спиной, детектив Гримуар. Who are you? А вы кто? Fitzfellow, the gardener. Фитцфеллоу, садовник. Mm-hmm. And why are you so tall? Угу. А почему вы такой высокий? Ты всем задаешь такие вопросы, кто выше тебя? Типа, а почему ты такой высокий? Объясни мне. Почему я такая маленькая? Почему я такая маленькая, может быть, я могу объяснить. Когда-нибудь я освобожусь от всякого говна и пройду стражей. Обязательно, я надеюсь, просто вот сможешь погрузиться и насладиться игрой максимально. Мы настолько прониклись стражами, что я умудрилась заказать виниловую пластинку с музыкой из стражей. И это практически ни о чем не жалею. Вообще ни о чем не жалею. Объясните свою высокость сейчас же, иначе мы вас оштрафуем. Мне кажется, это вполне обоснованная реакция на вопрос. Хорошо, что не есть PS Extra. Надеюсь, так и останется. А у тебя PS Extra? Неплохо, неплохо. Но по идее, то, что выдается там, также должно оставаться, покуда у тебя есть статус. I don't know. Я не знаю. You work here as the gardener. Вы здесь работаете садовником. I don't get paid to do it. Мне за это не платят. It's just my area of interest. Мне это просто интересно. What's the deal with the plants? А что с этими растениями не так? They're all kinda weird. Они все какие-то странные. Right. Did you see the lake? Ну а как же? А вы видите озеро? That giant green and purple lake surrounding the entire house. Это огромное зелено-фиолетовое озеро, окружающее дом со всех сторон? Yeah, I clocked it. Да, я его заметил. The color is just a byproduct. Этот цвет всего лишь побочный эффект. Of what? Poison? От чего? Яда? It's not poisonous. Not to you. Оно не ядовитое, по крайней мере, не для вас. What's this got to do with the plants? А при чем здесь растения? The water controls all life, just like anywhere else on the planet. Вода управляет всеми формами жизни, как и на всей планете. Clouds form, rain falls. The water grows the plants, animals eat the plants. Образуются облака, капает дождь, вода позволяет растениям расти, животные едят растения. Anything you've perceived as an irregularity is simply a result of this hydrological cycle. Все, что вы считаете нарушением нормы, является лишь результатом этого гидрологического цикла. Гримуар, не надо. Лучше не стоит. Could you say that again, but like condense it as if you were talking to a slightly stupid person?
А можно повторить, как для детсадовца? Спасибо. Можете повторить только покороче, как будто разговариваете с глупым человеком? Our lake water causes the unpredictable alteration of DNA sometimes. Вода из нашего озера вызывает непредвиденные изменения ДНК. Иногда. Alteration? Like mutation? Изменения? Типа мутацию? That'd be the official term. For us, it's normal. Just nature. Да, так это официально называется. Для нас это норма, просто природное явление. And you're the local expert on all this stuff? А вы местный эксперт по этой теме? No, Нет. Как грустно он это признал. I'm just the gardener. Я всего лишь садовник. О, он бы хотел быть экспертом. I was in my greenhouse, Вчера я был в теплице. watering and weeding. Поливал и полол. Sounds exciting. А звучит потрясающе. Was anyone else around? С вами кто-то был? Not at first. Penelope came in a little later. Сначала нет, немного позже пришла Пенелопа. She likes looking at the flowers, I think. Мне кажется, ей нравится смотреть на цветы. Или на один большой цветочек. Did you speak to each other? Вы с ней разговаривали? A little, not too much. Немного. Совсем немного. We both left the greenhouse in the early afternoon. Мы оба ушли из теплицы после полудня. I went up to my room. Then I came back outside to weed the main gardens. Я поднялся в свою комнату, затем я вышел на улицу, чтобы прополоть основные сады. Didn't see anyone else. Никого больше не видел. After that, I went up to the garden outside my room. Затем я пошел в сад у моего окна. And? И... Let me guess. Watering and weeding. Дайте угадаю, поливали и пололи. Right. Did anything happen to you yesterday, Fitz? С вами что-нибудь произошло вчера, Фитц? А что со мной произошло? Показания. I was up in the rooftop garden. It was quiet. Я был в саду на крыше, было тихо. And then it wasn't. А потом уже не было. I can't describe it. Could have been a scream, Не могу описать, возможно, это был крик. but it didn't sound human. Но он не был похож на человеческий. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. Мы подумали, что звук донесся из башни Флоры, поэтому пошли туда. We? Poppy was with me. Did I not mention that? Мы? Со мной была Поппи. Разве я не упомянула об этом? Flora's room was locked. That's normal. She usually locks it from the inside. Дверь в комнату Флоры была заперта. Это нормально, она всегда запирает ее изнутри. I knocked on the door and shouted. Nobody responded. We became concerned. Я постучал в дверь и крикнул, никто не ответил, это вызвало у нас беспокойство. You kicked the door down? Вы вышибли дверь? I did. Да. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. Мы с Поппи зашли внутрь, там была Фрея, она лежала на спине. Flora was there too, but I barely noticed her at first. Флора тоже была там, но я ее сначала не заметил. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Поппи выбежала из комнаты, вместе с ней вернулся ее отец и Фифи. Penelope arrived shortly after that, with Felix in tow. Вскоре пришла Пенелопа, а за ней Феликс. I thought that was odd. You don't normally see the two of them together. Я подумал, как странно, они никогда не появляются нигде вместе. Felix took charge. There was nothing else I could do to help. Феликс начал распоряжаться, я больше ничем не мог помочь. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. Я хотел вернуться в свою комнату, но тут я понял, что никто не рассказал об этом детективу Хокшу. I found her pacing back and forth around the stone square. Я нашел ее расхаживающей туда-сюда на каменной площади. When I approached her, she snapped at me. Когда я подошел к ней, она набросилась на меня. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. Думаю, она разозлилась на то, что ее заставили ждать на улице так долго. But when I told her about Freya, she fell silent. Но когда я сказал ей, что случилось с Фрейей, она замолчала. Давай. С вещей. This is a good example of how things work.
Вот это хороший пример того, как все работает. I mix that soil here in the greenhouse. Я замешиваю почву здесь, в теплице. It's made with water from the lake. Добавляю воду из озера. And it makes the fruit grow all shiny and gemstony. Джем Стоуни. Отличное описание. И из нее фрукты растут такие блестящие, как самоцветы. Sometimes. Иногда. You never really know what's going to happen. Никогда не знаешь, что именно произойдет. And what do you do with this shiny, inedible fruit? И что можно делать с этими блестящими несъедобными фруктами? You look at it. Очевидно, женщина смотреть на них. Looks like someone doesn't want you to read that book. Похоже, кто-то очень не хочет, чтобы вы прочитали эту книгу. That's the main thing making me want to read it. Именно из-за этого мне и хочется ее прочитать. Did Freya draw these? Это Фрей их нарисовал? Yeah. There's a note on the back, too. Ага, там на обратной стороне записка. She was even closer to Flora than I realized. Она была еще ближе к Флоре, чем я предполагал. Penelope knows about birds. Пенелопа знает о птицах. You should ask her instead. Но должны спросить ее. Actually, I wanted to ask you about something. А вообще-то я у вас хотела кое-что спросить. There's a plant mentioned on this page, see? На этой странице упоминается растение. Видите? Do you have any? In the greenhouse? У вас есть такие в вашей теплице? No, I don't grow that anymore. Нет, я больше такие растения не выращиваю. I've tried in the past. It's incredibly difficult, even for me. В прошлом я пытался, но это невероятно трудно. Даже для меня. I could never get it to live more than a couple of weeks. Оно мне никогда не проживало более 2 недель. Ну, парочку недель, я вам говорю. Fitz, one of these drawings is of you? Фитц, на одном из этих рисунков изображены вы. In the rooftop garden, I think? Кажется, в саду на крыше. With Poppy. С Поппи. Mm-hmm. Ага. Are we done? Мы закончили. It's Fifi and Freya. Это Фифи и Фрея. Don't you think Poppy should be in the photo, too? А мне кажется, что на этой фотографии должна быть и Поппи. Maybe, maybe not. Может быть, а может быть и нет. She doesn't really like crowds. Она не любит сборище. 2 people isn't a crowd. 2 человека — это еще не сборище. Right, but if she was in the photo, then it'd be 3. Верно, но если бы она была на фотографии, то их было бы 3. Checkmate. Шах и мат. 2 — это еще не сборище. 3 — это уже сборище. Невыносимое сборище. Freya's best work, in my opinion. Лучшая работа в Рее, как я считаю. Although the photo doesn't carry the same energy as the real thing. Хотя фотография не обладает энергетикой, которой наделен оригинал. What do you think it's a painting of? Как думаете, что изображено на картине? What do you mean? Что вы имеете в виду? Like, what's the subject matter? What's that big red thing? Ну, на чем сосредоточена картина? Что это за большая красная штука? Oh, I don't think it's that kind of painting. Мне кажется, это не такого рода картина. Felix made that? Это Феликс сделал. That's quite sweet, really. Какая прелесть. Paints are different to flowers. Краски отличаются от цветов. I'd say so, yeah. Да, с этим не поспоришь. At any time, flowers can bloom with perfect, faultless colors. Red, blue, white. Цветы в любое время могут цвести идеальными, безупречными цветами. Красными, синими, белыми. With paint, once you've tainted a color by mixing it with others, А с краской стоит ее запачкать, смешав с другими красками. not even the most skilled painter can return it to its pure form. Даже самый искусный художник не сможет вернуть ее подлинный цвет. It's an egg with feet. Это яйцо, у которого есть ноги. It was locked, but we opened it, but it was empty. Оно было закрыто на замок, но мы его открыли. Но оно оказалось пустое. Fun story. Интересная история. That looks like it might belong to Poppy. Похоже, что это принадлежит Поппи. That belongs to Poppy. So, why is it up in Flora's tower? И это принадлежит Поппи. Тогда почему он был в башне Флоры? I'm not sure. Не уверен. There's something off about this. Что-то здесь не так. What is it? Что это? Why don't you take another look at Flora's room? Почему бы вам не заглянуть еще раз в комнату Флоры?
You think we missed a clue up there? Считаете, что мы пропустили улику? Not exactly. Не совсем. Ха. What do you think that is in Flora's hand? Как думаете, что это у Флоры в руке? I don't know. Я не знаю. It does look like a knife, but Flora wasn't holding anything at all when I saw her after the murder. Похоже на нож, но у Флоры ничего не было в руках, когда я ее увидел после убийства. But there's something bothering me. Something else. Но меня беспокоит что-то другое. What? When we went into Flora's room, she wasn't standing in this position. Когда мы зашли в комнату Флоры, она не стояла в этой позе. Well, she probably would have moved around a little bit by then. Ну, она, наверное, подвинулась немного к тому времени. She wasn't standing at all. Она вообще не так стояла. She was kneeling on the floor. Она стояла на коленях на полу. How odd. Как странно. It's of no interest to me, Меня это не интересует. but I overheard Poppy and Freya talking about it once. Но я как-то слышал, как Поппи говорила о нем с Фрей. What were they saying? И что они говорили? They were arguing about something, Они спорили о чем-то. but I can't remember the details. Но сейчас не вспомню, о чем именно. Nice painting. Милая картина. Gives you a pretty good idea of the layout. Хорошо передает расположение всех элементов. The lake looks like it forms a perfect circle around the island. Озеро выглядит так, как будто идеальным кругом огибает остров. It might seem strange to you, Вам это может показаться странным. but nature is quite capable of producing perfectly geometric forms. Но природа способна создавать идеальные геометрические формы. And those mountain cliff things around the outside? We don't know much about them. They're unscalable. А эти горы по краям... Мы мало что о них знаем, на них не забраться. Not even Freya could have gone up there. Даже Фрей не могла туда забраться. What's that? Что вы сказали? This painting, it's speculative. Эта картина, она скорее предположение. There are no photographs from this angle as far as I know. Насколько я знаю, с этого ракурса окрестности никогда не фотографировали. So Freya just made it up. Значит, Фрея просто выдумала это. Let's call it an informed estimation. Назовем это квалифицированным предположением. Silicon Based Life, привет. Переводи очень быстро. Ох, если бы... Фиц вот с таким выражением лица напоминает недовольного кота. Прям максимально. Who gave you that information? Кто дал вам эту информацию? Ну, We don't actually know who it was. на самом деле мы не знаем, кто это был. We were contacted anonymously. Нам ее передали анонимно. I see. Понятно. And what happens if the person who contacted you turns out to be the murderer? А что случится, если тот, кто вам ее передал, окажется убийцей? I never thought about that. Мне это даже в голову не приходило. Honestly, that would be kind of fun. Like a twist, you know? Если честно, это было бы даже интересно, и такой неожиданный поворот. Так, ну понеслась. I like Flora. I hope she's all right. Мне нравится Флора, надеюсь, она в порядке. Do you think she had anything to do with the murder? Вам кажется, она как-то замешана в убийстве? There's no way. Ни в коем случае. She wouldn't willingly cause any additional suffering Она по своей воле никогда бы не причинила боли. for anyone. Никому. Felix is a contradiction. Феликс — само противоречие. His loyalties are placed firmly within the realm of materialism, money, property. Его интересы надежно закрепились в сфере материализма, денег, собственности. But his ego relies on an entirely fraudulent self-image. Но его эго зиждется на всецело сфальсифицированном самовосприятии. Don't you think? Вам так не кажется? I was just about to say the same thing. Я только что собирался сказать это же. Ох. Fifi doesn't like me. Фифи не любит меня. What did you do? А что вы сделали? I'm not sure. Не уверен. If you find out, Если узнаете, maybe you can let me know. можете мне рассказать.
Я уверена, что это связано с Поппи. She questioned me, Она задала мне несколько вопросов. About what? А о чем? my work, the plants, bit of everything. О моей работе, о растениях, обо всем понемногу. Did she search the greenhouse? Она обыскала теплицу. No, Yeah. she didn't. You sure? Maybe she did it when you weren't in there. Уверен. Может быть, она это сделала, пока вас тут не было? No, she hasn't touched it. Нет, она ничего не трогала. How can you tell? А откуда вы можете знать? Trust me. I can tell. Поверьте мне, я знаю. Я вырастил специальные растения, которые мне все рассказывают. О каждом, кто заходил в теплицу. И что он делал. She was always kind to me. Она всегда была добра ко мне. She'd come into the greenhouse when I was working, Она приходила в теплицу, пока я работал. sometimes by herself, sometimes with Poppy. I think they were just bored at first. Иногда одна, иногда с Поппи. Думаю, сначала им было просто скучно. Eventually, they started asking questions. Вскоре они начали задавать вопросы. About what? А о чем? Poppy wanted to learn about flowers. Поппи интересовалась цветами. Freya, she used to ask me about the insects. Фрейя, она обычно спрашивала меня о насекомых. Insects. Насекомых. One of my jobs is to protect plants from things that might eat them. Одна из моих задач — защищать растения от тех, кто их ест. Freya brought me this little glass box, leaves and twigs inside. Фрейя как-то принесла мне такую маленькую стеклянную шкатулку с листьями и ветками внутри. She'd say, "Put all the troublemakers in there." А она сказала, положи всех проказников сюда. Every day I'd put a handful of beetles and other things in the box. Каждый день я клал горсть жуков и всякой всячины в шкатулку. Then she'd come along and take it away. Затем она пришла и забрала ее. I didn't really understand her, Я не понимала ее, but she was always kind. но она всегда была добра. Мы находили эту шкатулку, и шкатулка пустая. Have you met this guy, Fitz? Вы знакомы с этим парнем, Фитц? Shifty eyes. Doesn't say a lot. Бегающие глаза, мало говорит. Totally suspicious, if you ask me. Как по мне, жутко подозрительно. That's me. Yeah, that's... It was a joke. Это я. Да, это была шутка. I was joking. Я пошутила. Oh, А, I see. понятно. Fitz's room is unlocked. This could be interesting. Дверь в комнату Фитца открыта. Давай сходим. Мистер Кот, приземляйтесь. Приземляйтесь полностью. Спасибо. Спасибо. Ну, осень. Ты не будешь пить кофе, даже если ты хочешь. Тебе нельзя. Так, кот, это моя мамба. Не нужно с ней играть. An empty glass and an empty plate. Пустой бокал и пустая тарелка. Looking at it is making me want to cry. Смотрю на это и хочется плакать. Why? Почему? I don't know. Я не знаю. Huh. Neither of these lights have an actual light bulb. Ни в одном из этих светильников нет лампочек. They're just decorative. Они для украшения. Oh, so decorative. Но вот это украшение. It's a little handmade card. Someone's drawn a heart on the front. Маленькая самодельная открытка на лицевой стороне нарисовано сердечко. Inside it says, "To Fitz, from PP." А внутри написано Фитцу от Пипи. That poor plant. Бедное растение. Looks pretty healthy to me. Оно же вроде здоровое. Healthy, but sad. Здоровое, но грустное. I think it would rather be outside. Уверена, оно хочет на свежий воздух. Doesn't look soft. Выглядит твердым. Hello. Приветики. Not hidden very well, is it? Не очень хорошо спрятано, да? Doesn't need to be. It's locked. Да, и не должно быть, оно закрыто. It's a combination lock. Это кодовый замок. Sort of. Вроде того. Меняйте местами отрывки бумаги, чтобы узнать кодовую комбинацию на замке.
Есть вопросики. Здесь должно быть 4 листочка и разных цветов. А какая очередность? Теперь нужно понять очередность и цвет. У кого какой должен быть? There we go. Хотя, может быть, это не важно. Поехали. Perfect. Идеально. Anything in there? Что внутри? Yeah, it's wrapped in a cloth. Hold on. Да, что-то завернутое в материю. Подожди. Huh. That's kind of ominous. Зловеще как-то. Пипи-фифи. Разукрашенный совок, металлический садовый совок, украшенный узорами. На нем выгравирован узор и по обе стороны сердечко инициалы. Пипи-фифи. Suspicious. Really suspicious. There's someone outside the window. Там за окном кто-то есть. Something outside the window. За окном что-то It's есть. probably just a rock. Наверное, это просто камень. You sure? Ты уверена? It's locked, Да, but it заперто. leads outside. Но ведет наружу. I thought we were halfway up a tower. Я думала, мы уже поднялись в башню. We are. Это так. What's that thing by the handle? А что это возле ручки? Сдвинь крышку, чтобы открыть. Затем подвинь плитки в правильные ячейки. Ой, здрасте. Nothing. Still The locked. tiles have all got that same sun symbol on them. Those moon symbols in the slots. Are they connected? Maybe they're connected, but also not connected. Дощечки, на которых у нас солнышко и изображение лун. Возможно, они связаны, возможно, не связаны. Мне кажется, нам нужна подсказка. Прикольно тут загадки. Да. На это нам точно нужна подсказка. Nope. It's Maybe not. the So information where is it? Возможно, нет нужной информации. Тогда somewhere где? else. Где-то в другом месте. Согласна. Let's come back once we know what to do. Давай вернемся, когда будем знать, что делать. Поддерживаем. Так, что у нас есть по уликам? Может быть, что-то есть в дневнике, но это не точно. Судя по всему, это выход в сад на крыше. Может быть, нам Поппи что-нибудь скажет? Может быть, в теплице тот листик? Может быть, в теплице. Но там было много разных странных формул, поэтому я не уверена. A little chart of... Actually, I have no idea what it's about. Их здесь много.
What do you make of it? Not a whole lot. Странная хрень, да. Но она с чем-то должна быть, видимо, тоже. У нас еще в комнате у Фифи есть вот эта доска непонятная с записями. Ну ладно, давай двигаться в другую сторону. Хотя я еще хотела здесь посмотреть лишний раз. What is I that? think it's a family tree. На родословную. Что-то она двигается. Я думала, это мне плохо, но нет, она двигается понемногу. На секунду подумала, так, стоп, что, меня колбасит, что ли? Нет, все нормально, это действительно в игре двигается. Так, Фитцфеллоу. У нас как раз получается серенький. Поппи у нас получается розовенькая. Пенелопа у нас получается тоже серенькая. Мгм. Интересно. Блин, как же... Ричард? Нет. Как зовут отца Поппи? Персиваль, наверное. Так, ладно. Давай в комнату. Ух ты, музыкальная комната. Are they paper lanterns? Это бумажные фонарики? Whatever they are, I like them. Что бы это ни было, мне нравится. It's like a little parade of floating spirits. Похоже на парадик летающих духов. Справедливо. Whatever it is, it's playing a little trumpet. А что бы это ни было, но немного играет на трубе. Well, it is the music room. Ну, это же музыкальная комната. He's got to practice. Просто надо прорепетировать. What's with all the broken glass? А откуда взялось разбитое стекло? Статуя с горном. Блестящая статуя странного существа, держащего большой горн. По середине горна проходит заметная трещина. В горне на земле вокруг статуи валяются осколки. Трещина, здравствуйте. There's a faded mural on the wall. На стене выцветшая фреска. When I was a kid, I never knew the difference between a mural and a mosaic. В детстве никак не могла уловить разницу между фреской и мозаикой. You still don't know, do you? И до сих пор не знаешь, да? No. Нет? Who plays the violin, I wonder? Интересно, кто играет на скрипке. It's pretty dusty. Она довольно пыльная. So I'm guessing nobody. Пожалуй, никто. One old wooden bookcase. Один старый деревянный книжный шкаф. Yep. 25 dry old books. 25 засохших старых книг. Mm-hmm. Угу. 4 lit candles. 4 зажженные свечи. Yeah. Ага. Am I the only one seeing the problem? Я единственная вижу в этом проблему. All right, you got your wish. Ладно, будь по-твоему. Spooky murder mansion? Жуткий убийственный особняк? Spooky murder mansion. Жуткий убийственный особняк. Smells like a forest in here. Пахнет, как в лесу. It's a globe. Это глобус. For globing. Для глобализации. Sheet music. It's handwritten. Shit music. Shit or shit? Стоит подумать.
Ноты, написанные от руки. That's a lot of notes. Looks pretty difficult. Очень много нот. Выглядит сложно. Probably while they're on the floor. Может, поэтому-то они и на полу. That's just daylight, right? Это же просто солнечный свет, да? What else would it be? Что еще это может быть? И начинается очень странная музыка. Are you a ghost? Вы привидение. Sally! That's rude! Салли! Это группа. I am a ghost. Go away. Unless she is a ghost. Хотя, может, она действительно привидение. It may come as a disappointment, Боюсь вас расстроить. but I am alive. Но я жива. Ah, Ня. That makes you a suspect, I'm afraid. Тогда, боюсь, вы являетесь подозреваемым. I know. Я знаю. what's your name? Как вас зовут? My name is Poppy. Меня зовут Поппи. I'm a pointer and a pianist. По фамилии Пойнтер. Я пианистка. We'll need to ask you a few questions about Freya. Нам нужно задать вам парочку вопросов о Фрей. I know. Я знаю. Hey, you're pretty good. А вы хорошо играете. All in the wrist. Все дело в запястье. And 13 years of dedicated practice. И в 13 годах упорных репетиций. Справедливо. I'm just me. There's nothing to know. Когда тебе задают неудобные вопросы. Этот вид. Нужно, чтобы меня так отрисовали. Очень нужно. Просто буду везде показывать свое настроение именно этим изображением. Всего лишь я, ничего интересного. How are you related to the other pointers? Кем вы приходите с другим Пойнтером? My father is Percival Pointer. The professor Мой папа Персиваль Пойнтер, профессор. spends most of his time hidden away in his tower. Большинство времени он проводит заперти в своей башне. Barely speaks to anyone these days. Especially not the fellows. Нынче практически ни с кем не общается, особенно с Фэллоу. Do you get on with the fellows? А вы ладите с семьей Фэллоу? Two of them. Fifi and Freya are my closest friends. С двумя из них, Фифи и Фрей, мои лучшие подруги. We all turned 19 last year. Нам троим исполнилось 19 в прошлом году. Do people ever leave Tangle Tower? I don't mean to be rude. It's just, if you're 19... А жители Путиной башни когда-нибудь покидают ее? Не примите за грубость, просто раз вам всего 19. You don't have to answer that, Poppy. Вам не обязательно на это отвечать, Поппи. It's a fair question. I'd like to move away. Definitely. Это просто вопрос, который мне нравится. Или не очень. Вопрос как вопрос. Я бы хотела уехать жить куда-нибудь. Это точно. Fifi, Freya, and I would often talk about it. Мы с Фифи и с Фрей часто говорим об этом. Argue about it. Даже спорим. Freya wanted to leave, but Fifi, Фрея хотела уехать, но Фифи... things are more complicated for her. У нее не все так просто. What about now? А теперь, After what happened, после того, что случилось, I really don't want to stay here much longer. я вообще не хочу здесь надолго оставаться. А это состояние в ожидании кофе. Очередной кружки. 3.5 hours of piano practice. Soon as I wake up. Same as always. Вчера 3,5 часа игры на пианино, как только проснусь. Как всегда. 3.5. Does that not hurt your hands? 3,5, а у вас руки не болят? Sure. Болят. And you do this in the music room? Вы в музыкальной комнате репетируете? No, I prefer to practice in my room. Нет, я предпочитаю репетировать у себя в комнате. When I make mistakes, I like to make them in private. Если я ошибаюсь, то хотя бы никто не слышит. What did you do after that? А чем вы занимались после этого? I was supposed to meet Fifi in the library, but I totally forgot. Я должна была встретиться с Фифи в библиотеке, но совершенно забыла. When I finally got down there, she'd already gone. А когда я туда спустилась, она уже ушла. I checked her bedroom, but it was locked.
Я поднялась в свою комнату, но дверь была заперта. Was Fifi not in there? Фифи там не было. No idea. She keeps her door locked either way. Не знаю, она всегда закрывает дверь на замок. So I went back upstairs and out into the moonlight garden. И так я поднялась наверх и вышла в лунный сад. The what? The little garden on the roof outside my room. Лунный сад. Садик на крыше прямо у меня за окном. Was it just you up there? Вы там были одни? No. Fitz came outside after a while. His room's on the other side. Нет, некоторое время спустя туда вышел Фитц. Его комната на другом конце садика. He's been teaching me about flowers. Он рассказывает мне о цветах. So, did you talk to him? Так, вы с ним поговорили? Not really. Не совсем. You ignored each other. Вы игнорировали друг друга. I didn't say that. Но этого я не говорила. Мало ли чем занимаются молодые люди под открытым небом в лунном саду, особенно когда у них комнаты расположены по оба конца от этого лунного сада. Что за глупые вопросы детектива? Нужно просто пойти в лунный сад и проверить там все с ультрафиолетом. И все станет на свои места. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon. Мы с Фитцем провели в лунном саду большую часть дня. Then we heard this sound. Затем Lasted about 3 seconds. до нас донесся звук. Он длился около 3 секунд. I've been trying to decide how to describe it, but I'm struggling. It was like something drilling into a piece of metal, but different. Я пытаюсь описать этот звук, но ничего не получается. Это было похоже на сверление металла. Но по-другому, еще ужаснее. I was pretty sure it was coming from Flora's tower, so we went up there to check. Я практически уверена, что звук донесся из башни Флоры, поэтому мы пошли туда. Her door was locked. Nobody was answering. Дверь ее комнаты была заперта, и никто не отвечал. I knew Freya and Flora were both supposed to be in there, Я знала, что Фрея и Флора должны были быть там. so I made Fitz kick down the door. Поэтому я уговорила Фитца вышибить дверь. I went inside. Freya was lying on the floor. Я зашла внутрь. Фрея лежала на полу. Flora was in the room too? Флора тоже была там. Yeah. I think she realized what had happened at the same moment I did. Да, мне кажется, она поняла, что произошло в тот же момент, что и я. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. Я не знала, что делать, поэтому я побежала вниз за Фифи. Her door was still locked, but I knocked and shouted at her. Дверь в ее комнату тоже была заперта, но я постучала и начала кричать. Eventually, she let me in. Вскоре она впустила меня. The lights were off, but I could see she'd already been crying. Свет был выключен, но я видела, что она уже плакала. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. Я рассказала ей, что случилось, она мне не поверила и разозлилась. First time I've ever seen her angry. Я впервые увидела ее такой злой. I dragged her out into the hall. My Я father was вытащила. there too, for some reason. Я вытащила ее в коридор, папа тоже почему-то был там. The three of us went back up to Flora's tower. Мы втроем поднялись в башню Флоры. Then Felix arrived. He had Penny with him. Затем пришел Феликс, с ним пришла и Пенни. Очень странно, что ее папа оказался в этой части башни, особенно учитывая, что он не общается. Ну, как она сама сказала, что у них какие-то контры. Я сходила, покушала, а вы уже с Поппи. Какая Поппи интересная внешне. Да, у Поппи идеальные отображения эмоций, которые нужно мне, чтобы отрисовать моего чибика так, и чтобы я отвечала на вопросы относительно моего состояния именно этими вариантами. Поппи восхитительно. Fifi had this idea. Вот She wanted to do some kind of scientific test. это идеально. Вот это состояние просто ответ на очень много вопросов. Да большинство вопросов, я бы сказала. У Фифи появилась идея. Она хотела провести какой-то научный эксперимент. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. Она увела меня вниз в библиотеку. Мы пробыли там около 15 минут. After she was done, she went back upstairs and I went back to my room. Когда она закончила, она поднялась обратно, а я пошла в свою комнату. That's it?
И это все? That's it. Да, это все. Господи. Батя, походу, посрался с Пенелопой и сбежал на другую сторону. Может быть, может быть. This is a photo of Fifi and Freya, right? Это фотография Фифи и Фрей, так? Yeah. Да. How come you're not in it? You're friends with them too, aren't you? А почему вас на ней? Вы тоже с ними дружили? I'm not really one for photographs. Я не очень люблю фотографироваться. Fifi looks like she really admires Freya. Кажется, Фифи восхищается Фрей. Fifi's loyalty to Freya is unshakable. Фифи верна Фрей до мозга костей. Но кто тогда другой на оторванной части фотографии, если это не Поппи? Does this belong to you, Poppy? Это принадлежит вам, Поппи? Now that's not really my style, is Это it? же совсем не в моем стиле, так? But who else would own a tape like this? Но у кого еще может быть такая кассета? Literally anybody. Буквально у кого угодно. It was my mother's originally. Изначально он принадлежал моей матери. So, why is it up in Flora's room? Тогда как он оказался в комнате Флоры, She just gets the most use out of it. где он больше всех пригодился. Freya would borrow it too sometimes. А Фрейя его тоже иногда одалживала. Don't look at me. I didn't break it. Не смотрите на меня, я ее не ломал. Does anybody else use the music room? Кто-нибудь еще заходит в музыкальную комнату? Yes. Да. I don't know who, but I can tell when somebody else has touched the piano. Я не знаю кто, но я вижу, что кто-то прикасается к пианино. И мне это не нравится. Is that a gardening trowel? Это что, садовый совок? Yeah, I think it belongs to Fitz. Ага, кажется, он принадлежит Фитцу. Really? Huh. Never seen him use it. Правда? Никогда не видела, чтобы он его использовал. Oh, you've been to the greenhouse? What did you think? О, вы уже побывали в теплице. И как вам? Impressive, I guess, Впечатляет? Пожалуй. but kind of unsettling with Fitz lurking in the shadows the whole time. Но там как-то не по себе становится, пока Фитц в кустах скрывается. Yeah, he does that. Да, он любит это делать. Ну, как сказать, скрывается. Was that Fifi's diary? I'm sure I've seen it in her room before. Это дневник Фифи. Уверена, что видела его в ее комнате. That's where we found it. Мы его там и нашли. Have you ever read it? Do you know what's written in there? Вы его читали? Знаете, что в нем написано? Nope. I'm sure she wouldn't appreciate me invading her privacy. Нет, уверена, ей бы не понравилось, если бы я начала копаться в ее личной жизни. I thought you and Fifi were close friends. Вы же близко общаетесь с Фифи, разве не так? Кто сказал, что это дает право смотреть в личные дневники? Логика, гримуар. Где она? Yeah, we are. It's just Да, это так, но Fifi's gotten kinda impatient with me recently. в последнее время Фифи часто на меня раздражается. Do you know why? Знаете почему? I'm not sure. Не уверена. I'm sure she'd tell you if you asked. Я уверена, что она вам скажет, если вы спросите. Oh, she would. She'd give it to me straight. О, это правда, она мне все напрямую выложит. Probably why I've been avoiding it. Может, поэтому-то я и не хочу ее спрашивать. Справедливо. How sweet. Как мило. That belongs to Flora, I think. Это принадлежит Флоре, мне кажется. Hey, that's me. Not a bad likeness. Эй, это же я. А что, похоже. It looks like you're standing in a rose bush. Кажется, вы здесь стоите в розовом кусте. Is there something wrong with that? А что в этом плохого? I think everybody sees something different. Мне кажется, все видят по-разному. Did Freya ever tell you what she saw in it? Фрейя вам когда-нибудь говорила, что она в этом видела? Not exactly.
Не то чтобы. She said something about it being from a recurring nightmare. Она что-то упоминала о повторяющемся кошмаре. Sorry, but if it was from a nightmare, why would you paint it and leave it in front of your bed? Извините, но если это кошмар, то зачем это рисовать и ставить прямо рядом с кроватью? Maybe she wanted to take control of it. Может быть, она хотела обуздать его? Giving something a physical form can make it easier to deal with. Если придать страху физическую форму, с ним легче справиться. Well, sometimes. Но иногда. Whose paints are those? Чьи это штаны? They belong to Felix, I think. Штаны? Чья это работа? Феликса, кажется. Is that supposed to be Flora? Это кто? Флора? Штаны? В смысле штаны? Это что, штаны Флоры? Possibly. Возможно. Oh, А, how nice. мило. Так а штаны чьи? Феликса. Why is the glass cracked down one side? Почему стекло треснуло с одной стороны? Natural wear and tear, maybe? Может, просто износилось? No way. Freya took good care of her stuff. Ничего подобного. Фрей всегда заботился о своих вещах. Переводчики, наверное, услышали Пенс. Это вот тот момент, когда, скорее всего, у переводчиков просто был текст, и они подумали, что вряд ли там Пейнс, там, скорее всего, Пенс. Не зная контекста. What was inside? А что было внутри? Nothing. Ничего. Huh. Freya would always load up the palette with all the exact colors she was gonna need. Фрейя всегда выкладывала на палитру сразу все краски, которые собиралась использовать. I think it helped her zone out and focus on the actual painting itself. Мне кажется, ей это помогало абстрагироваться и сосредоточиться на картине. Like getting all your sheet music lined up before playing a long piece. Это как выстраивать все ноты по порядку перед долгим выступлением. Right. So the blob of black paint in the middle, that was for painting Flora? Верно, значит, сгусток черной краски посередине предназначался для рисования Флоры. Flora's dress, yeah. Да, платье Флоры. She wears even more black than I do. Она носит черное даже чаще, чем я. Это прозвучало как «кажется, я проигрываю». When I first saw it, Увидев его первый раз, I thought it looked like Flora was holding a knife with blood on the tip. я подумала, что Флора держит в руках нож, острие которого измазано кровью. You don't think that anymore? Вы больше так не думаете? No, it was a stupid thing to say. Нет, зря я это The сказала. room was dark. I was in shock. I'm just an idiot. В комнате было темно, я была в шоке и просто идиотка. But it was blood on the tip. Но на кончике действительно была кровь. If you hadn't said anything, maybe Fifi wouldn't have checked. Если бы вы ничего не сказали, возможно, Фифи не додумалась бы проверить. Exactly. It's stupid. Вот именно, это глупо. But we would have missed out on an important clue. Но мы бы тогда упустили важную улику. Is it a clue? Really? А это улик? Серьезно? Tell me how it's a clue. Tell me how it helps. Скажите, почему вы считаете, что это улика? Как вам это поможет? Nothing about the knife makes any sense. С этим ножом вообще ничего не понятно. It's just freaking everyone out. Wish I'd never said anything. Но из-за него все переполошились. Зря я о нем сказала. Don't you think that's weird? Но мне кажется, что это странно. That the letter isn't addressed to anyone or signed by anyone? То, что письмо никому не адресовано и никем не подписано. Someone's being deliberately secretive. Кто-то специально не хочет себя выдавать. Or they're trying to manipulate you? Или они пытаются манипулировать вами. Хорошая мысль. What do you make of the statue? Что скажете об этой статуе? I know that's the only harp in the whole of Tangle Tower. Я знаю, что это единственная арфа во всей путанной башне. I've never actually seen a real one. Вообще-то я никогда не видела настоящую. Maybe it's from before your time. Может, она еще до вас появилась? Oh, definitely. You see how old this statue is? Несомненно. Видите, насколько старая эта статуя? What about the symbols? One of them looks like piano keys.
А что насчет этих символов? Один из них похож на клавиши. Yeah, weird. Да, странно. Может быть, клавиши — это комнаты, в которых есть фигурки с похожими существами? Вот как здесь есть вот этот с трубой. There's something I noticed about Freya's knife wound. Я кое-что заметила на живой ране Фрей. Hit me. From what we could tell, the blade went in at an exact right angle, perpendicular to Freya's body. Насколько можем предположить, лезвие вошло под идеальным прямым углом перпендикулярно к телу Фрей. And there's only one small pool of blood. Nothing on Freya's hands, or anywhere else. И осталась одна небольшая лужа крови, и на руках Фрей не было крови, как и нигде больше. The whole thing is just a little too Вся эта ситуация немного слишком peaceful. безмятежная. So there are two families living in Tangle Tower? Значит, в Путиной башне живут две семьи. Mm-hmm. 3 pointers and 5 fellows. 3 представителя поинтеров и 5 представителей фэллоу. 4 fellows. 4 фэллоу. What's the connection between them? Какие они имеют отношения друг к другу? There isn't one. Not really. Никаких, практически. It was all built by the Remington family. Дом был построен Ремингтон. Flora is a Remington, originally. Флора из семьи Ремингтонов изначально. So was Primrose, my mother. И Примроза, моя мать. She married into the Pointers, and Flora married into the Fellows. Она вышла замуж за Пойнтера, а Флора за Фэллоу. So the fellows and the pointers own the house now? Так, сейчас дом принадлежит и Фэллоу, и Пойнтерам. Flora owns the house. Дом принадлежит Флоре. Depending on who you ask, that means her husband Felix owns it too. В зависимости от того, кого вы спрашиваете, это также значит, что он принадлежит и Феликсу, ее мужу. What about your father? А что насчет вашего отца? His claim over the house kind of fell apart after my mother left. У него как-то не осталось претензий на дом после того, как ушла моя мать. Where's your mother now? И где ваша мать сейчас? No idea. Представления не имею. Грустненько. That's me. Это я. I'm on a list of murder suspects. Я в списке подозреваемых в убийстве. Always thought that would be kind of cool, Не всегда казалось, что это было бы круто. but it's just tedious. Но на самом деле это хлопотно. Falls a little short, doesn't Не it? оправдывает ожиданий, да. Softly does the flower grow, rest a seed within the earth, but do not rush its gentle birth. Hour by hour, day by day, tune your heart to nature's way. Чат, вы успели? Там нельзя нажать на паузу. В Softly does нежности the растет flower цветок grow, в медленно all текущем in времени. time, and time is slow. Rest a В seed землю within положи the росток, earth, но не спеши but с do его not rush рождением. its gentle birth. Hour by hour, Час за часом, day день by за днем, day, объятия природы tune и your познаем. heart to nature's way. Валера, привет. Как твои делища? Hard of head, but free of mind. Unimprisoned, unconfined. With starry eyes, she sees beyond. Behind our walls, beneath our pond. A soul untied, it's hers, it's free. Was then, is now, will ever be. Она про всех так будет говорить? Я даже не хочу это зачитывать. А что так хорошо? А Хокшоу? With surging tide, the waves are thrown, an entity of all its own. But on its surface you may see, reflected in the waters be, the orchestrator, pale and still, pulling strings, enacting will. Between the lips a silver spoon, a story written all too soon, the chosen dwelling of her heart, unjustly chosen to depart. Lost her liberation lays in the center of a maze. О, блин. Восхитительно. Лайза Роллин, привет. Как ваше делище, ребята, рассказывайте. Foregone drifter, holding fast, days a shadow seeker past. Is it bravery or surrender?
accepting that your world will render nothing darker than the gloom some four walls make around a room. А что она про Фица сказала? Про семя посеянное. Softly does the flower grow, all in time, and time is slow. Rest a seed within the earth, but do not rush its gentle birth. Hour by hour, day by day, tune your heart to nature's way. Needless noise from tongues expel, unless within the mouth they dwell. The spoken word unfit for dealing with the shifting form of feeling. Stand unblinking in the face of taciturn and soundless space. Я ставлю на то, что она иногда все-таки спит, когда смотрит в окно. Я прям уверена так. Но нам нужно будет обязательно к ней еще вернуться и спросить такую красоту о Пенелопе и ее отце. Так, все поспрашивали. Давай двигаться. All right. Poppy's bedroom is unlocked. Так, комната Поппи. I wonder what's in there. Понеслись. Хочу такую люстру. Ну или просто такой светильник. Хочу. Хочу. Ладно, посмотри. Интересно, это та самая роза с рисунка? Когда их, видимо, Фрей увидел. It's an octopus. Это осьминог? No, it's not. Нет, это не так. It has 6 legs, not 8. У него 6 ног, не 8. Don't say it. Даже не думай. Sextopus. Шестиног. Божественно. Божественно. Идеально. Anything in the wardrobe? Что в шкафу? Dresses mostly. В основном платье. I never realized there are so many shades of black. Никогда не знала, что бывает столько оттенков черного. Это непереводимо. Empty. Пусто. A lamp. Lamp. It is most definitely turned off. Она точно выключена. Just a bunch of clothes on the floor. Просто куча одежды на полу. Nothing weird about that. Ничего странного. To you. Для тебя. More handwritten sheet music. Еще исписанные ноты. Ah, yes, a giant symbol drawn in chalk on the floor. Ах да, гигантский символ, нарисованный мелом на полу. Always a good omen. Всегда хороший знак. It's an eye. Это глаз. И глаз нарисован в комнате Флоры на потолке. That is the bed of a vampire. Это кровать для вампира. I thought vampires slept in coffins. Я думала, вампиры спят в гробах. This is a vampire who needs firm support for their lower back. Но этому вампиру нужен твердый матрас с поддержкой для поясницы. More handwritten sheet music. That I thought this is a vampire who needs firm support. Gloomy. Мрачно. But roomy. Но зато сколько места. Gloomy, but roomy. Gloomy. But roomy. Anything in the drawers? Что в ящиках? Nothing you need to know about. Ничего, о чем тебе следует знать. Бельишко. Various handmade posters. Различные самодельные плакаты. What do you think those symbols mean? Как думаешь, что эти символы значат? Hopefully, nothing. Надеюсь, что ничего. Oh, thank goodness, there are 7 lit candles. О, как хорошо, что здесь есть 7 зажженных свечей. Wouldn't want it to be dark in here. А то бы здесь было так темно. Oh, thank goodness. Wouldn't want it to be dark. A single red rose.
Красная роза, одна штука. How very traditional. Как традиционно. Yeah, weird. Да, странно. Так, почему акцент на 7 зажженных свечах, мне интересно? И да, кстати, свечи у нас еще были в нескольких комнатах, так что, может быть, есть какой-то смысл в этом потом будет, кто знает, может быть... Sheet music. Presumably for piano. It's only a few notes. I'd barely even call that music. Всего-то несколько нот, даже музыкой не назовешь. Yeah, it's been framed though. Must be important for some reason. Зато в рамке. Должно быть, они важные. Ноты в рамке украшены изысканными старомодными иллюстрациями. There's a name for this kind of piano. Для такого вида пианино есть отдельное название. You know, these ones that stand upright? Правда ведь? Для тех, что не рояли. It's a metronome Это for метроном, keeping time. чтобы следить за временем. It's ticking. Тикает. Is it a bomb? Это бомба? It's supposed to be ticking. Она должна тикать. Not sure what those symbols are, though. Хотя я не знаю, что это за символы. Использую кнопки, чтобы повернуть все 4 диска метронома к кружку на вершине. There we go. Поехали. Perfect. What happened? Что случилось? Little hatch unlocked in the back. Сзади открылась небольшая крышка. Anything in there? И внутри Mm-hmm. It's a photograph. фотография. Part of a photograph. Часть фотографии. На порванной фотографии изображена белокурая девочка в розовой одежде. Девочка на фотографии держит ярко-розовый аудиоплеер с наушниками подходящего цвета. На другой части фотографии изображены Фифи и Фрей. Эта часть была спрятана в комнате Фрей. Только не говорите, что это Поппи! Да ладно! Да ладно! Что ее так сильно изменило? There's something about that pink cassette tape. Что-то с этой розовой кассетой не так. Something suspicious. Что-то, что вызывает подозрение. Let's ask Poppy about it. Спросим позже. A big glass door Большая стеклянная дверь leads out into a garden. ведет в сад Somehow. каким-то образом. There's a little mechanism by the handle. Ой, а может здесь и здесь нужно выставить, нет? Nothing. All Still, 4 and tiles. those other I symbols. think it is. Так, стоп, может быть на той двери нужно выставить на солнышке, который здесь? Они по-любому должны быть как-то связаны, правильно? У нас есть 2 двери в один сад. Один з... Только я не помню, что у нас там было. Так, ну мы запомним, что здесь у нас
I guess we'll come back later. Фоткай это и фоткай то. It's locked. I thought we were. We are. What's that thing by the handle? Ну так. И вот так вот у нас должна быть там луна. Так, здрасте. It made a noise. Зашумело? I guess that was right. Кажется, я была права. And the door's still locked. И дверь все равно заперта. I still feel like we made some sort of progress. Мне все-таки кажется, что мы продвинулись. Теперь обратно. A big glass door leads out. There's a little mechanism by the. Something happened. That must be it. Finally, it's open. Наконец-то. Она открылась. Whatever's on the other side better be worth it. Что бы ни было на другой стороне, надеюсь, оно того стоит. Какая красота! Я бы постоянно здесь проводила. Все время просто здесь. Это же идеально. More egg statues. Еще фигурки яиц. I don't get it. Why eggs? Не понимаю, почему именно яйца. Well, either they have some special significance, Ну, может, они имеют какое-то особое значение? or the sculptor was just really lazy. Или скульптуру было просто лень? What do you mean? Что ты имеешь в виду? An egg has got to be the easiest shape to make. Яйцо, пожалуй, легче всего создать. More egg statues. I don't Well, get it. an egg has got to be the. A little pond. Маленький пруд. It looks really, really deep for some reason. На вид очень глубокий почему-то. Это как раз вот этот аквариум, который на первом этаже на входе. See those metal bars around the edges too? Видишь металлическую решетку по краю? Oh, yeah. What are you supposed to for? Как думаешь, для чего она? Nothing anymore. Ни для чего больше. Looks like somebody broke them and then never bothered to fix it. Кажется, ее кто-то сломал, а потом уже не починил. It's a rose bush, growing on a little patch of bluish soil. Розовый куст, растущий на маленьком клочке голубоватой земли. Apart from a couple of loose petals on one side, the whole thing looks very well cared for. Не считая парочки лепестков на полу, с одной стороны, за ним, кажется, очень хорошо ухаживает. The roses are bright red too. И сами розы такие красные. Now, aren't roses normally that color? А обычно розы не такого цвета. Exactly. Ну вот именно. It's a rose bush. The roses exactly. It's another little statue, doing a really bad job of hiding in the bushes. Еще одна статуя. Эти кусты едва ли ее скрывают. He's playing a lute this time. На этот раз он играет на лютне. He's also wearing headphones. А еще у него на голове наушники. Well, they're not part of the statue. Ну, это не часть статуи. And they're not headphones. They're earmuffs. И это не просто наушники, они блокируют звук. Слегка потертая статуя странного существа, держащего лютню. На голове у статуи плотные наушники. Giant stone frog. Love it. Гигантская каменная лягушка. Обожаю. Ah, he's got his tongue out like he's catching snowflakes. У нее язык высунут, как будто она снежинки ловит. Except those aren't snowflakes. They're feathers. Только это не снежинки, это перья. Большинство перьев было найдено на языке большой каменной лягушки. Эти перья не от чернильника. That's one big dragonfly. Ух ты, какая огромная стрекоза. Or one very small dragon. Или очень маленький дракончик. Кто знает, кто знает.
Stone pillars. Каменные колонны. Or what's left of them. Или то, что от них осталось. Oh, good. A bridge. Воу, мост. I'm glad to know there's a way to get across that tiny pond. Я рад, что есть способ пересесть... пересесть. Пересесть с пруда на мост. И я рад, что есть способ пересечь этот малюсенький пруд. Not all bridges are about getting across stuff. Не все мосты предназначаются для того, чтобы пересекать что-то. Да, It's so relaxing. так успокаивает. I might just stay here. Может, я просто останусь здесь? Oh, shall I go finish the investigation on my own? О, тогда я сам завершу расследование. That'd be great. И это было бы прекрасно. It's a two-person bench. Скамейка на двоих. Now, what makes it a two-person bench specifically? Почему это именно на двоих? It looks pretty standard to me. Как по мне, вполне стандартная скамейка. Never mind. Так, ну мы ничего прям супер значительного здесь Ah, a little water feature. не нашли. Фонтанчик. It's making me sleepy. Он меня ко сну клонит. Wonder how it's hooked up. Интересно, к чему он подключен? Меня интересуют вот эти перья внизу. It's so relaxing. I might just Oh, shall I go? That'd be... Ладно, неважно. It's so relaxing. I might just... That'd be... Trees. On a roof. Деревья. На крыше. In a garden. В саду. Mm-hmm. In a garden. On a roof. Угу. В саду на крыше. Краш, привет. Как твои делища? Так, ну мы более-менее посмотрели. Более или менее посмотрели. Давайте спросим Поппи про фотографию. I don't know what that is. Я представления не имею, что это. Weird, considering we found it hidden in your room. Странно, ведь мы нашли ее спрятанной в вашей комнате. Well, Что ж, my room is full of junk. There's моей probably a комнате... bunch of stuff hidden in there. В моей комнате полно всякого мусора, там, наверное, куча всего спрятано. I don't mean like, Ну, то есть... please stop talking to me. Пожалуйста, перестаньте меня спрашивать. Yeah, it's mine. Да, это мое. А что в них такого особенного? What's so special about it? I got it from my teacher. It's the first piece I ever learned. Мне не досталось от моей учительницы. Это первое произведение, которое я научилась играть. How long have you been playing? Как давно вы начали играть? Since the day I turned 6. Family tradition. Когда мне исполнилось 6. Это семейная традиция. I was really excited to start learning. As soon as I got out of my first lesson, I told Freya and Fifi all about it. Я с таким нетерпением ждала начала занятий. Как только закончился первый урок, я тут же рассказала о нем Фрейе и Фифи. When I arrived at my second lesson the next day, Freya was there too. Когда на следующий день я пришла на второй урок, Фрейя уже была там. She hadn't asked permission, just showed up. Она не спрашивала разрешения и просто пришла. For 2 whole years, the teacher taught us both. В течение 2 лет учительница учила нас обеих. Was Freya any good? У Фрейи хорошо получалось. She would have been even better than me if she'd stuck with it. Она бы была даже лучше меня, если бы продолжала заниматься. But one day, she just stopped coming to lessons. Но однажды она просто перестала ходить на занятия. Why? That's just it. Почему? Просто. There was no reason. Без всякой причины. That's when I realized Тогда-то я и поняла. things were different for her. Для нее все было по-другому. Абсолютно все. Can you play the tune for us? Можете сыграть для нас? Sure. It's literally 8 notes. I have it memorized. Хорошо, здесь буквально 8 нот. Я их помню наизусть. Я не запомнила, ну ладно. I see a lot of birds up in the rooftop garden.
Я вижу столько птиц в саду на крыше. They seem to really like it up there. Им кажется, там очень нравится. Why's that? И почему? It's quiet. Там тихо. Справедливо. Do you know where those earmuffs came from? Вы знаете, откуда взялись эти наушники? I put them there. Это я их на нее надела. Why? Почему? I found them lying around. Я нашла их на полу. I think they belong to Fitz. I put them on the statue so he'd see them. Мне кажется, они принадлежали Фитцу, и я их надела на статую, чтобы он их увидел. I thought they looked like headphones. Like he's in the recording studio with his guitar. Я подумала, что они похожи на наушники для музыки, как будто он записывает гитарное соло в студии. No? If they do belong to Fitz, he hasn't taken them back yet. Не? Не похоже? Если они действительно принадлежат Фитцу, он их еще не забрал. When did you find them? Когда вы их нашли? This morning. Сегодня утром. Where? Где? I don't know, in a hallway. Can't remember exactly. Не знаю, в коридоре. Не помню точно где. Так, окей. Так, стоп. У нас есть подозрение, о котором мы можем допросить. Не, давай с оставшимися двумя познакомимся и потом уже будем допрашивать. Если растения в теплице казались странными, то что можно сказать про этих птиц? Сейчас дайте я отойду на пару минут.
Возвращаемся к нашим птичьим баранам. Check out that butterfly. Посмотри на эту бабочку. Looks evil. Выглядит злобно. Wow, judgmental. Сама толерантность. A rather magnificent bush. Somewhat cruelly confined to a stone pot. Какой великолепный куст. Жестоко его ограничили этим каменным горшком. There's a letter P carved into the side. На стороне вырезана буква P. A rather There's a magnificent... letter P carved. Кстати, похоже на вот этот собачек, который мы нашли. Bird diagrams. Hand-painted. Схемы птиц нарисованы вручную. They're beautiful. Someone really knows their stuff. Красивые у того, кто их нарисовал. Талант. I feel like I'm standing in a giant bird cage. У меня такое чувство, будто я стою в огромной птичьей клетке. An especially fancy cage. Вычурная клетка. And it's home to 3 especially fancy birds. Для 3 особо вычурных птичек. 3 цветастые птицы в тяжелой вычурной клетке. My little writing desk. It's kind of cute. Небольшой рабочий стол. Довольно мило. There's nothing written in the book, although someone's torn a page out of the middle. В блокноте ни слова, хотя кажется, что кто-то вырвал страницу посередине. Oh, just beautiful. What is it? О, какая красота! Что это? Huh? А? Sort of a delicate jade, but with a little seafoam green, is that right? Это нежный нефрит, но с оттенком зеленой морской пены. Так ведь? Sorry? Простите? Your hair, dear! Which shade do you use? It's lovely! Ваши волосы, дорогуша, какой оттенок вы используете? Какая прелесть! And that shape, you're really pushing the envelope. И такая форма, вы действительно выходите за рамки привычного. Oh, thanks. Ау, спасибо. I do what I can to offset Grimoire's beige on brown ensemble. Я делаю все, что могу, чтобы сгладить предпочитаемую гримуаром бежево-коричневую гамму. Detectives don't need to be brightly colored. Детективам не следует носить яркие краски. We prefer to blend into the background. Мы предпочитаем сливаться с окрестностями. Oh, you're the detective? Delightful. А, так вы детективы. Предвосхитительно. Penny Pointer, pleasure. Пенни Пойнтер. Очень приятно. Is that short for Penelope? Это сокращенно от Пенелопы. Officially, yes, but I never can be bothered with all 4 syllables of it. Официально да, но я никогда не имела никакого желания произносить все 4 слова. Penelope sounds a little ostentatious coming out of the mouth, don't you think? Пенелопа звучит немного претенциозно, если его произнести вслух, вам не кажется? Sure. Yeah. Да, конечно. 20-something, Aquarius, love to travel, and nearly all of my friends. Чуть старше 20, водолей, обожаю путешествовать, и практически все мои друзья Are birds. — это птицы. Travel. Where to? Путешествовать? Куда? Anywhere at all, as long as it has species worth studying. Куда угодно, лишь бы там были птицы, которых можно изучить. Ornithology, they call it. I call it the only thing I've ever been good at. Это называется орнитологией. Я же называю это единственное, что у меня получается. And have you studied the birds here at Tangle Tower? Но вы изучаете птиц, обитающих в путанной башне? But of course! Where else do you think I developed my love of the field? Конечно, где еще у меня могла появиться такая любовь к этой сфере? No matter where I go, I always find myself coming home to Tangle Tower. Куда бы я ни уезжала, я всегда возвращаюсь домой в путанную башню. Because of the birds. Из-за птиц. Oh, no, because of him! Ну, нет, из-за него. Silly to admit, but I suppose I can't bear for us to be apart. Глупо, конечно, но я изнемогаю вдали от него. Who are you talking about? О ком вы говорите? Oh, don't you know? Разве вы не знаете? My fiancé, dear Fitz. О моем женихе, любимой Фитце? Но я думала, Фитц, Поппи, а оказывается Фитц, Пенни, что? Чуть старше 20, это 40. Чуть-чуть.
чуть-чуть старше. He's not really the traveling type, you see. Видите ли, он не гораст путешествовать. Fitzfellow. Фитцфеллоу. The very one. Он самый. You're engaged to a member of the Fellow family? Вы обручены с членом семьи Феллоу? That's interesting. Это интересно. I'm not especially interested in whatever tedious feuding goes on between our two families. Я не особо интересуюсь этой нудной враждой между нашими семьями. Fitz and I find it much easier to stay out of it altogether. Мы с Фитцем предпочитаем вообще этого не касаться. В смысле, Фитц ее жених? Впервые слышу. I awoke early and headed down into the greenhouse to see Fitz. Я проснулась рано и пошла в теплицу проведать Фитца. Это учитывая, что Фитц говорил, будто ему кажется, что Пенелопе просто нравятся цветы. Хотя я не просто так пошутила про то, что ей нравится один большой цветок-переросток. Но кто же знал, что я настолько попаду? He's always there. Crack of dawn, every morning like clockwork. Он всегда там, с самого восхода, каждое утро как по часам. How come? Почему? It's where he's happiest. Там он счастливее всего. That and he has a great deal of work to do every day. Watering, pruning, mulching, whatever that is. Do you help him with the work in the greenhouse? У него там куча забот, работ, что бы это ни значило. Вы ему помогаете с работой в теплице? Oh, no. I wouldn't dream of it. I'd probably break something. О, нет, я и не пытаюсь, я бы наверняка что-нибудь сломала там. So, you stayed with Fitz the whole day? Итак, вы провели с Фитцем весь день? No. In the early afternoon, he went back inside. Rather suddenly, as it happens. Нет, после полудня он зашел внутрь, причем неожиданно. Did he say why? Он сказал, почему? He didn't. Нет. Probably just a touch of heat stroke, the poor dear. He's more delicate than you'd think. Наверное, получил тепловой удар. Бедняжка, он намного чувствительнее, чем можно подумать. What did you do after that? И что вы делали после этого? Let's see. I returned to the aviary to feed my birds. Так, я вернулась в птичник, чтобы покормить своих пташек. And how many birds are you responsible for? И сколько у вас птиц, за которыми вы ухаживаете? Officially 4, but in truth it's more like 400. Официально 4, но, если честно, такое чувство, что их 400. Я уже в этой комнате могу насчитать больше, чем 4 птицы. Какие 4 птицы? Can they not feed themselves? Они сами не могут есть? Of course. And they often do. Конечно, могут. И часто они именно так и делают. But I think they just like the company. Но я думаю, им просто нужна компания. As do I. Как и мне. А затем я на не ухаживаю. Ну, может быть. Они просто залетные. Sometime in the evening, I left the aviary and headed back towards my room. Во сколько-то вечером я покинула птичник и направилась в свою комнату. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. Но в коридоре я заметила дядюшку Пойнтера, спускающегося по лестнице. He was muttering something. Seemed a bit upset, the poor dear. Он что-то бормотал себе под нос, и вид у него был слегка расстроенный. Бедняга. I followed him down, but the grand hall was empty by the time I got there. Я последовала за ним, но в большом зале никого не было, когда я туда зашла. Empty aside from Detective Hawkshaw, who was loitering over by the library. Никого, кроме детектива Хокшоу, слоняющейся в библиотеке? I don't know what it was, but she looked a little lost. Не знаю почему, но она выглядела немного растерянной. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the Fellow Tower. Я спросила ее о профессоре, и она сказала, что он поднялся в башню Фэллоу. I ran up the stairs, hoping to catch up with him, but Felix appeared and blocked my path. Я сбежала по лестнице, надеясь догнать его, но тут дорогу мне перегородил Феликс. For some reason, he was coming out of Fitz's bedroom. He looked rather lost, too. Он почему-то вышел из комнаты Фитца. Вид у него тоже был растерянный. I told him I was looking for Uncle. He suggested we look up in Flora's tower room.
Так, что-то я не помню, чтобы Феликс упоминал, что он был в комнате Фитца. А может быть и был. Нужно будет пересмотреть. Я ему сказала, что ищу дядюшку. Он предложил подняться и посмотреть в комнате Флоры. We could see from the hallway. The door was off its hinges. Мы из коридора увидели, что дверь в его комнату снесли с петель. I knew then something was terribly wrong. Тогда я догадалась, что произошло что-то ужасное. Роллери, привет-привет. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. А через мгновение мы уже смотрели на распростершееся тело бедняжки Фрей. Uncle Pointer was there. Дядюшка Пойнтер был там. Fitz too, standing over in the corner with Fifi and Poppy. И Фитц тоже стоял в углу вместе с Фифи и Поппи. What about Flora? А как насчет Флоры? Of course, silent as ever. Конечно, она молчала, как всегда. Uncle suggested we should leave. Give the others some space, you know. Дядюшка сказал, что нам стоит уйти, дай другим побыть наедине, знаете ли. So he and I both returned to our rooms in Pointer Tower. Поэтому мы с ним вернулись в наши комнаты в башне Пойнтеров. Так, ну давай, понеслась. Oh, she's beautiful. Who is she? О, она красотка, кто она? Wait, is that me? Подождите, это что? Это я? Oh, did you talk to Poppy already? О, вы уже поговорили с папой? Yeah, a little bit. Да, немного. And did you make any notes of what she told you? И вы записали то, что она вам говорила? Yeah, I did. Да. Lovely. Прекрасно. Burn them. Сожгите их. It'll all be lies. Это все ложь. Why would Poppy lie to us? Почему бы Поппи стала врать нам? Because that's what she does. Потому что она всегда так делает. She's a snake. Она змея. Looks like one too. Даже похожа на змею. Don't you think you're being a little unfair, Penny? Вам не кажется, что вы несправедливы к ней, Пенни? She started it. Она начала. У меня есть вопросики к Фитцу. Isn't he strapping? Он такой здоровяк. He is big. Да, он огромный. And so brooding. И такой задумчивый. Kinda sulky, yeah. Даже хмурый, я бы сказала. I can never tell what's going on in that beautiful head of his. Я никогда не могу угадать, что происходит в этой его красивой головушке. It just sounds like you don't know him very well. Похоже, вы не так хорошо его знаете. I don't remember asking for your input. Разве я спрашивала ваше мнение? И это было грубо. She'd sit in the aviary, first thing in the morning, and paint the Она с самого утра садилась в птичники и рисовала птиц. birds. Sometimes she'd ask me their names. Иногда она спрашивала у меня, как они называются. Freya was interested in studying bird species too? Фрейя тоже интересовалась разновидностями птиц. No, just wanted to know their names. Нет, просто хотела знать их имена. Isabel, Clementine, Myrtle, Lysandre, Genevieve. Got it, thanks. Думаю, можно не перечислять. For my 21st birthday, she gave me a framed painting. На мой 21 день рождения она подарила мне картину в рамке. All the birds from a single spring, with their names written underneath. Clever Moon. Спасибо за фоллоу. Все птицы, появившиеся той весной, под каждой было написано ее имя. I can't begin to tell you how much I've treasured it. Даже представить себе не можете, как я ей дорожила. Sounds like you two were close. Похоже, вы с ней были близки. I feel like I always struggled to articulate my admiration for her. Мне кажется, я никогда не могла найти правильные слова, чтобы выразить мое восхищение ею. But she had a way of understanding unspoken things. Она умела понимать то, что нельзя передать словами. She's a most unsavory little... Она самая противная. She was incredibly rude about my appearance. Она ужасно грубо выразилась о моей внешности. Which part? The giant bird arms or... А о чем именно? О гигантских птичьих крыльях или о чем-то еще?
If I were her, I'd go easy on the judgment of others. Если бы я была на ее месте, я бы не стала так судить других. I mean, look at her. She looks like the ghost of a scarecrow. Вы только посмотрите на нее, она сама выглядит как сдохшее чучело. И вот это было грубо. Всем привет, недавно узнала про эту игру, и тут Twitch сам ее предложил посмотреть. Ну, Tangle Tower, он вышел какое-то время назад, и, честно говоря, я по большей части видела только у англоговорящих стримеров игрушку. Но мне она жутко понравилась. Я уж не знаю, насколько она большая, правда. И есть ли у нее вариация переигровки, скорее всего, нет. Но очень приятная индюшка. Добро пожаловать. Надеюсь, игрушка понравится. Особенно если вдруг уже купили. I just wish Uncle Pointer would tell her to behave herself. Как бы мне хотелось, чтобы дядюшка Пойнтер велел ей хорошо себя вести. Professor Pointer? Why him? Профессор Пойнтер, а почему именно он? Oh, it was Uncle that called her in. She's his responsibility. Это же он ее вызвал. Он за нее и отвечает. Did you not know that? Но вы этого не знали? Мгм. Значит, дядюшка Пойнтер поручил какое-то дело Хокшоу. Вот уже 5 дней как. She mostly ignores me, if I'm honest. Честно говоря, она меня практически всегда игнорирует. How come? Почему? Well, we're not quite on the same intellectual level. Ну, мы находимся на разных интеллектуальных уровнях. Oh. You don't need to. А, ну, знаете, я имею в виду, не обязательно же... No, it's quite all right. Нет, все нормально. I'm comfortable with it. Я смирилась с этим. I must say, I really don't care for the den of self-delusion that he's retreated into. Должна признаться, мне нет никакого дела до этого. Очень странная формулировка, но ей нет никакого дела до пещеры самообмана, в которой он прячется. People are better off when they just let themselves be themselves. Может быть, она имела в виду, что до способа самообмана, которым он типа питается иллюзиями, всегда лучше давать людям возможность сделать то, что они хотят. Between you and me, I think Felix is secretly rather miserable. Только между нами, но мне кажется, что Феликс Тайни жутко страдает. A fellow bird enthusiast. She's quite the expert, truth be told. Мой товарищ по любви к птицам, следует признать, что она настоящий эксперт. Studied them professionally at one point. I think her father taught her. Профессионально изучала их когда-то. Кажется, ее отец научил. Are you friends with Flora? Вы дружите с Флорой? A little bit. Чуть-чуть. A little bit friends. Чуть-чуть дружите. She's one for the peace and quiet. I dare say I'm a little too loud for her. Она предпочитает покой и тишину, и осмелюсь сказать, что я для нее слишком горластая. Горластый звучит как-то пошло, ну ладно. I can see that. I do Оно видно. admire her, though, really. Но я ей восхищаюсь, правда? Always felt like she could have done better than settle for Felix. Не всегда казалось, что она могла достичь большего, чем жизнь с Феликсом. Ouch. Оу, I said it. кто-то должен был это сказать. Так, ну и пошли по всем предметам. Интересно, здесь еще 5 предметов, которые мы найдем? Или у нас потом появится еще ползунок? Давай с самого провокационного. Very nice. Очень мило. You've seen these before? Вы их раньше видели? Yes. Да. All of them. Even this one of... Все, даже вот этот вот абсолютно ни на что не намекающий рисунок с фитцем и поп. Yes. Да. I must say the girls are awfully well behaved today.
Должна признаться, сегодня девочки ужасно прилично себя ведут. I think they know we're in the presence of company. Мне кажется, они знают, что у них гости. They belong to you. Why do you keep them in a cage? Они принадлежат вам. Почему вы держите их в клетке? They need a special diet, particular treatment. I let them out to fly occasionally, of course. Им требуется специальная диета и режим ухода. Я, конечно же, иногда выпускаю их полетать. But they're all one of a kind. I couldn't let anything happen to them. Они единственные в своем роде, и я не могу допустить, чтобы с ними что-то случилось. Do they have names? У них есть имена? Of course. Конечно. Let me introduce you to Tabitha, Tamara, and Tatiana. Позвольте представить Табата, Тамара и Татьяна. I've already forgotten all three of those names. Я уже забыл все три. Which one is which? И кто из них кто? Oh, that's simple. О, это просто. Tatiana is the oldest, Tabitha is the most patient, and Tamara has the best sense of rhythm. Татьяна самая старшая, Табата самая терпеливая, у Тамары лучшее чувство ритма. Glad we cleared that up. Спасибо, что просветили об этом. What about the one on your head? А что насчет той, что у вас на голове? On my head? У меня на голове? It's just my hat. Это всего лишь моя шляпа. It doesn't have a name. Who would name their hat? У него нет имени, разве можно давать имя шляпе? Вот это неловкое молчание. Oh, there used to be all kinds of birds here at Tangle Tower. В путанной башне раньше водились самые разнообразные птицы. The most fascinating breeds, all totally unique. Невероятно пленительные особи, каждая была уникальна. Used to be? There are birds all over the place. Раньше, здесь и сейчас полно птиц. Most of them are rather ordinary, I'm afraid. Боюсь, большинство из них совершенно обыкновенные. What happened to the non-ordinary ones? А что случилось с необыкновенными? That is a very good question. А вот это очень хороший вопрос. Lovely. Миленько. Достаточно противная женщина. Максимально противная женщина. Но пытается изображать, что у нее есть понятие об этикете и любезности. I can't decide what's worse. How she looks here, Не могу решить, что хуже, как она выглядит здесь, or how she looks now. или как она выглядит сейчас. Do you know who this is? In the photo? Это папе. Это, по крайней мере, объясняет, почему фотография была порвана. Вы знаете, кто это на фотографии? Oh, absolutely no idea. О, представления не имею. Мне кажется, она уже все сказала. Looks a little simple for Poppy, doesn't it? Как-то слишком просто для Поппи, так? Thought she was a grade 12 or something. Я думала, что она уже в 12 классе или вроде того. I didn't know there were that many grades. Я не знала, что бывает столько классов. I'm sure they invented some new ones just for her. Уверена, что они придумали парочку новых специально для нее. Haven't seen this one in a while. Давно я эту штуковину не видела. He lives in the music room, doesn't he? Но он живет в музыкальной комнате, так ведь? Currently. Oh, did Fitz show you that? О, вам Фитц это показал? Not exactly. Не совсем. We found it hidden under his bed. Мы нашли это под его кроватью. Ah, right. Ах, да. Теперь у меня еще больше вопросиков к Фитцу. Ooh, delightful. More of a gemstone than a fruit, isn't it? Очаровательно, больше похоже на самоцвет, чем на фрукт, так ведь? Inedible too, I think. Еще и несъедобный, кажется. Yes. At one point I thought Fitz might be growing them to sell them. Да, когда-то мне показалось, что Фитц растит их на продажу. But honestly, I think he just likes the way they look. Но, если честно, мне кажется, ему просто нравится, как они выглядят. Если бы они еще светились... Много вопросов к нему, да. Ooh, a secret diary. Тайный дневник.
That's our guess, too. Мы тоже так думаем. Excellent. Превосходно. It's that bird. Это та птица. But these must have been drawn at least a year ago. Но эти, должно быть, были нарисованы как минимум год назад. Oh, О, how sad. как грустно. Как минимум год назад. Так, потихонечку, потихонечку. Somebody taking an interest in extinct animals. Кто-то заинтересовался вымершими животными. Extinct. Вымершими? Oh, yes. The book is very old. Most of the birds in it are long gone. О, да, эта книга очень старая. Большинство описанных не птиц уже не существует. Well, what about this bird, though? The ink dip. А как насчет этой птицы, чернильника? This one, Вот этой? well, it was thought to be extinct for a long time. Then one was found here at Tangle Tower. Она уже давно считалась вымершей, а потом ее нашли здесь, в Путиной башне. So it's not extinct. То есть она не вымерла. You misunderstand. It was the last one. Да вы неправильно поняли, это была последняя особь. The very last. Самая последняя. Oh. Freya was very talented, even at that age. Фрея была такой талантливой даже для своего возраста. Do you know how old this photo is? Вы знаете, как давно была сделана эта фотография? Not sure. Must be a couple of years at least. Не уверена, как минимум пару лет назад. Sometime before Fiona settled on her current style. И еще до того, как Фиона выбрала свой существующий стиль. I know a lot of people rather like this painting, but it's a little much for me. Я знаю множество людей, похожих на эту картину. Но для меня это слишком. I find it overbearing. Мне она кажется чрезмерно насыщенной. And for some reason, it makes me feel bad for Freya. И почему-то из-за нее мне становится жаль Фрея. I think she was more troubled than we knew. Мне кажется, она была более неуравновешенная, чем мы знали. Мне самые первые комментарии относительно картины не совсем понятны. I know a lot of people rather like this painting, but it's a little much for me. I find it overbearing. Мне кажется, она говорит... что большинству эта картина нравится, но мне она кажется чрезмерной. And for some reason, it makes me feel bad for Freya. I think she was more troubled than we knew. Потому что там rather like this painting. То есть, вроде как большинству эта картина нравится, но я из тех, кому она кажется не очень. Причем здесь похожи. I don't know. Или, может быть... Ну хорошо, там можно было бы написать, что схожи во мнениях относительно этой картины, но мне она не нравится, я считаю ее чрезмерной. Но не то, как там написано. A bit vain to carve wooden figurines of oneself, isn't it? Немного тщеславно взять и вырезать деревянные статуэтки самого себя, так ведь? If I'm not mistaken, Если я не ошибаюсь, that little red and white one is supposed to be a bird of some kind. это красное и белое создание должно быть своего рода птицей. Freya doesn't take very good care of her paints, does she? Фрей не умеет заботиться о своих красках, так ведь? But then she was always rather bohemian, Но она же всегда была такой богемой. had her own priorities. У нее были другие приоритеты. Кто нам? Поппи? Поппи говорила о том, что у Фрей все всегда было аккуратно относительно красок, относительно инструментов. И тут нам Пенелопа выдает, что как бы Фрей всегда был очень богемной. Неудивительно, что у нее были типа другие приоритеты и краски в таком состоянии. Gaudy old thing, isn't it? Безвкусная штуковина. Так ведь? Flora seems very fond of it. I've never understood why. А Флора, похоже, очень привязана к нему. Я никогда не понимала, почему. But then I could say the same thing about her husband. Но, с другой стороны, я могу то же самое сказать о ее муже. Heyo!
Грубовато. How terrible. Какой ужас. You recognize it? Вы узнаете это? Color scheme. Это цветовая гамма. 3 different pinks. 3 разных розовых цвета. Obscene. Мерзость. Poppy's gramophone. She's had it for a long time. Граммофон Поппи, он у нее уже довольно давно. As a young child, she'd call it her mama phone, Когда она была ребенком, она называла его своим мамофоном, on account of it belonging to her mother. потому что он принадлежал ее матери. That's cute. Как мило. Oh, yes, adorable. О да, само очарование. Oh, that's rather sad. Это даже грустно. I doubt Freya intended it, but the overall effect is a little unsettling. Сомневаюсь, что Фрейя намеренно это сделала, но общий эффект немного нервирует. Don't you think? Но вам так не кажется? It's Flora that's the problem. Все дело во Флоре. She's an inescapably haunting presence, bless her. У нее невозможно навязчивая личность, друг мой. Я опять не совсем согласна. Ладно. Hello. Приветики. Who penned this juicy little number? Кто сочинил эту ядерную писанину? We don't know. It's not signed. Мы не знаем, там нет подписи. An anonymous letter? Анонимное письмо, слушай, а не она ли это написала, сама себе делая комплименты относительно того, какая ядерная писанина? Classic clue. Классическая улика. I'm sure I've read about this creature somewhere. Уверена, что я уже где-то читала об этом создании. Don't remember anything about him playing the harp, though. Да не припомню, чтобы он играл на арфе. No, it's probably quite impressive. Знаете, она, наверное, впечатляет. To a visitor, fresh eyes and all that. Посетителей, тех, кто смотрит на нее свежим взглядом. Not to you. Но не вас. Try living in it for 20 years. The sheen wears off. Попробуйте пожить здесь 20 лет, весь глянец куда-то пропадет. If it wasn't for my fits, I'd have little reason to stay. Если бы не Фитц, у меня не было бы причин здесь оставаться. What about inheritance? А как насчет наследства? You're the next oldest pointer after your uncle, aren't you? Вы же следующая по старшинству в линии поинтеров после вашего дяди, не так ли? Well, thank you very much for phrasing it like that. Вот уж большое спасибо за то, что сказали именно так. But no, any money left in the Pointer family will pass down directly to Poppy. Но нет, все оставшиеся у поинтеров деньги перейдут прямо к Поппи. Is that fair? Разве это справедливо? I couldn't care less, to be perfectly honest. А если честно, мне наплевать. Finally, I get to see a detective's case file. Какая интересная поза. Наконец-то я увижу досье детектива. That's a very specific thing to be excited about. Радоваться такой повседневной вещи. Only last week I asked that miserable Hawkshaw woman if I could see her case notes. О, я как раз на прошлой неделе спросила у этой неприятной Хок-шоу, могу ли я взглянуть на нее заметки в досье. I'm guessing she said no. И она наверняка сказала нет. Would have been much more polite if she had just said no. Если бы она просто сказала нет, было бы не так обидно. Instead, she was quite rude to me. Но она была ужасно груба со мной. Accused me of being, what was it? A shallow sensationalist. Обвинила меня, как же она выразилась, в поверхностной погоне за сенсациями. Fair enough, fair enough. We can get into Penny's room now. Мы теперь можем попасть в комнату Пенни. Now, like, right now? Прямо сейчас. Да. Как много чемоданов. Ever get the feeling you're being watched? Тебе когда-нибудь кажется, что за тобой наблюдают? The mannequins don't have eyes, though. Но у манекенов нет глаз. That's not a comforting sentence. От этого не легче. На самом деле, меня манекены могут прилично испугать в подходящей обстановке. Потому что я помню, как-то я задержалась
на работе на складе, где были старые покоцанные манекены. И что-то был какой-то криповый момент, как из вот классических хорроров, когда получилось словить вот эту вот маньячность от манекена, как будто манекен смотрит на тебя, хотя у него нет ни глаз, ни рук, ни ног, но ты чувствуешь вот это вот что-то странное. Слава богу, потом от этих манекенов избавились, потому что их так или иначе собирались выкидывать. That's sunflower. А вот этот цветок, There's something weird about it. что-то с ним не так. It just feels out of place. Кажется, как будто ему здесь не место. Цветок в горшке, пестрый цветок необычной формы. Кажется, он здоров и за ним хорошо ухаживают. Почва в горшке выглядит свежей и влажной, и она необычного синего цвета. Looks like nature invited itself in. Похоже, природа зашла без спроса. Rude. Как грубо. It's a birdhouse. И это скворечник. Are those real birds? А эти птицы настоящие. Nope. They're wooden. Нет, они деревянные. They're using up all the perches. What if a real bird wanted to use it? Они заняли все насесты. А что если настоящая птица захочет на них сесть? Поменяй 7 птиц местами. Вот эта птица — это я. Почти все время. Вот эта птица — это я практически все время. А вот это когда периодически ко мне кто-то обращается. Две идеальные птицы, чтобы описать состояние, да. Все время, когда со мной общаются. Nope. There must be some logic to how the birds are arranged. Должна быть какая-то логика, по которой эти птицы организованы. Something to do with those white lines. Что-то связанное с этими белыми линиями. Что-то связанное с линиями. То есть вот это связанное с этой должны идти сюда, вот это связанное с этой должны идти сюда, и это с этой и сюда. Непонятно. Reset the puzzle. Я думаю, получаться должна зеленая. Мне кажется. Это не точно. Just gonna rest my brain. Да, мозгом отдохнуть. A little bedtime reading. Чтение на ночь. Let's see. Давай посмотрим. Romance novels, detective novels, Любовные романы, детективы. and И What? this one appears to be both. кажется, это и то, и другое. Nice. Клево. A little tea set. Looks recently used. Маленький чайный сервиз, кажется, его недавно использовали. One of the cups has tea in it. В одной из чашек налит чай, What's in the other one? а в другой Birdseed. птичий корм. That bed. It's like something from a fairy tale. Эта кровать как будто из сказки. Does it feel warm over here? Or is it just me? Она теплая или это мне так кажется? No, you're right. Maybe the bed has some kind of heater. Нет, ты права, может, это кровать с подогревом? It's not coming from the bed. It's coming from the wall. Это не от кровати, тепло исходит от стены. That bed. It's Does like, it no. It's not coming from the bed. That bed. It's like Does it no. It's not coming from the bed.
That might be the most pointless staircase I've ever seen. Кажется, это самая бессмысленная лестница, которую я когда-либо видел. Traveling cases. Дорожные чемоданы. Empty. И все All of пустые. them. Penny's books. Mostly novels. Книги Пенни, в основном романы. Penny's books. Mostly novels. Anything in there? Что внутри? Bed sheets. Простынь. That's not even remotely suspicious. А вообще не подозрительно. That bed. It's Does like, it feel no. it's not coming from the bed? This is the fanciest room so far. Это самая роскошная комната пока что. Too fancy. Слишком роскошная. What does that mean? А это еще что значит? I don't know. Ну, не знаю. Так. Загадонька с птицами. Давай потыкаемся It's a еще. birdhouse. Are those real? Что-то я пока что не особо понимаю, что у нас должно получиться. Nope. There must be something to do with those white lines. Связанная с белыми линиями. Ну, не должна же у нас белая птица получиться в итоге. Nothing. I think the birds are. Да, птицы как-то связаны друг с другом. Ну слушай, может... Пасть у нас закрыта у тебя и у тебя. У вас она открыта очень сильно. У вас приоткрыта чуть-чуть. I guess that's wrong. Кажется, это It's неправильно. a family tree. The colors and eyes combine as they go down the family line. Это родословное. Цвета и глаза совпадают по мере продвижения по роду. Ядрить! Это не делает мою задачу легче. Честно говоря. You'll need to start with blue and yellow at the top. Нужно начать с голубого и желтого сверху. Или должен вот такой получиться? Да нет, наверное, просто ярко-зеленый. Так. I got it. Jesus. Ну, подсказав, с каких нужно начинать, стало получше, да. I'm impressed. Впечатляет. Не очень. Did the door open? Дверь What's in открылась. there? А что внутри? Now I'll get her. Разорванная бумажка смята в шарик. Внутри обнаружены красные лепестки на бумаге. Злобно накорябано. Теперь уж я ее достану? Лепестки были собраны из красных роз, растущих в саду на крыше. Вау. Вообще ни разу не подозрительно.
Пошли вместим последнего. Обсерватория. Симпатично. Pretty. Красиво. A bell jar. It's empty. Стеклянный колпак пустой. What do people normally keep in bell jars? А что обычно хранится под стеклянным колпаком? Other than bells, you mean? Помимо обычных колпаков? Чего? Бывают обычные колпаки, под которыми что-то Trinkets. хранится? They're clearly gizmos. Безделушки. Ну, это явно чудеса техники. A spyglass to the stars. Volumes 1 to 12. И через бинокль к звездам с 1 по 12 том. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 книг и 12 томов. Что? Какие-то тома в 2 томах? Шерлок уже в пути. Да Шерлок вовсю тут шерлокует. Чел жопку трясет. Ага. Тверкает под звезды. They're in very good condition. Они в очень хорошем состоянии. There's something kinda disappointing about this room. Эта комната меня чем-то разочаровала. I just expected a bit more from an astronomy tower. Я большего ожидала от башни обсерватории. Oh, does it not compare to all the other astronomy towers you've been to? Ну, разве она уступает всем другим обсерваториям, которые ты посетил? What is it? А что это такое? Ah, it's clearly some kind of Это явно какое-то large device. большое устройство. You're not wrong. Ты не ошибаешься. A picture frame. Рамка. With no picture. Без картины. It's full of tea, but it's gone cold. Полная чая, но остыла. Criminal. Преступление, детектив. It's tidier than my desk. Здесь чище, чем на моем столе. Вынуждена согласиться. Oh, the notebook is untouched. It's completely blank. Блокнот не тронут, ни одной записи. So, И even the most well-used notebooks start off blank. даже самые испещренные записями блокноты сначала пусты. It's tidier than my desk. So, even the most well-used... You know, I've always wanted one of those. Знаешь, я всегда хотела иметь такую. Я тоже хотела. Но я хотела ей играться с котами. Не знаю почему. A mechanical solar system? Механическую What would you do with солнечную it? систему? А что с ней делать? I would look at it. Смотреть на нее. Wait a minute. Минутку. Earth in the middle, sun on the outside. Земля в центре, солнце с края. How old is this thing? Сколько этой штуковине лет? Поверни 5 планет, Солнце и Луну вокруг центра. А как именно? Не вижу миссис Хадсон. В смысле, у нас же 2 детектива. Гримуар и Салли. Как конкретно нужно? Так, чтобы все было закрыто тенью или наоборот? Nothing. So there are 2 ways to move the shadows. Так, тени можно подвинуть 2 способами. Rotate the planets and rotate the sun and moon. Повернуть планеты или повернуть Солнце и Луну. А что нам нужно от теней-то? I guess that's wrong. I think you just need to get the shadows to line up with the shape on the base. Думаю, нужно просто выстроить тени в одну линию с фигурой у основания. On the shape with the base?
по вот этим стрелочкам. Ладно, что-то не совсем сходится. Нет, ты, скорее всего, здесь. Ты у меня никуда не подходишь. Блин. У нас две, получается, не подходят, да? А хотя стоп, если их может быть под... That's the one. Так, точно. Hey, not bad. Так, Did you hear that? слышал. Something unlocked. Что-то открылось. There's a little hatch underneath. What's Под in низом there? маленький люк. И что там? A bunch of paper. Looks like somebody's research. Кучка бумаг, кажется, чьи-то исследования. Золотой жук. Различные заметки и чертежи для исследователей. Продолжительность жизни золотого жука, получившего это название из-за панциря на 90% состоящего из минерала, идентичного золоту, несколько лет. Он отгоняет хищников громким шипением, более 95 децибелов. К тому же он совершенно не перевариваем. Этот мститель незаслуженно славится неудачей, которую он приносит тем, кто его увидит. Жук. У меня есть вопросик. Trinkets. They're clearly gizmos. It's too cloudy to see any stars right now. Сейчас слишком облачно, звезд не увидишь. It's also daytime. А еще сейчас день. На что же этот мужчина смотрит, пританцовывая жопкой? На соседей? В бассейне? Или в душе? Shh, listen. Do you hear them? Шш, послушайте. Вы слышите их? The stars. They're whispering. Звезды. Они шепчут. So quiet, and yet Так тихо и все же. so loud. Так громко. What are they whispering about? И о чем они шепчутся? Are they spreading rumors about us? Они распространяют о нас слухи? I shouldn't think they concern themselves with such insignificance. Не думаю, что они заботятся о таких незначительных делах. We are but specks of dust, you and I. Мы всего лишь пылинки, вы и я. Mm-hmm. Could this speck of dust start by telling me his name? А как насчет того, чтобы эта пылинка сказала мне, как его зовут? You find yourself standing in the astronomy tower of one Professor Percival Pointer. Вы находитесь в обсерватории профессора Персиваля Пойнтера. Seems like this tower belongs to the Pointers, and the other one belongs to the Fellows. Значит, эта башня принадлежит Пойнтерам, а другая башня принадлежит семье Фэллоу. Well observed, my dear. Хорошо подмечено, душенька. Tangle Tower is something of a duality, as it happens. Так случилось, что путанная башня воплощает в себе своего рода дуальность. Meaningless boundaries, really. Бессмысленные границы, на самом деле. They exist only in our minds. Они существуют только в наших головах. Helpful. Полезно. Я ожидала любой подлости от этой игры.
Но эта игра мне напоминает про песенку и клип Тачима. Тачима. Зачем ты распространяешь во мне грязные слухи? Кто? Ты, наверное, хотел бы тыкнуть в Вегу, но Веги нет? Me? Not much to say. Я? Но обо мне ничего сказать. Strictly speaking, I'm the current head of the Pointer family. Строго говоря, я являюсь главой семьи Пойнтеров. And of course, father to my precious Poppy. И, конечно же, отцом моей драгоценной Поппи. And a professional astronomer? И профессиональным астрономом. И котом, который хочет запрыгнуть на стол. Делает это наконец-то и перестает кричать. Предупредительные крики о том, что кот собирается запрыгнуть. Oh no, that's just a little hobby. О, нет, это всего лишь небольшое хобби. I mean, yes, I've studied the stars for over 35 years, published 17 books. То есть, да, я изучаю звезды уже более 35 лет и опубликовал 17 книг. Just a little hobby. Просто маленькое хобби. Sounds like you're quite well known. You must bring in a good amount of money. Похоже, вы достаточно известны. Должно быть, хорошо зарабатываете. Oh dear me, no. Ну, батюшки, куда там? My field of research has never yielded any kind of stable financial return. Моя область исследований никогда не приносила стабильной финансовой прибыли. Nor would I expect it to. Но мне это и не нужно. I am nothing but a humble interpreter for the cosmos, Я всего лишь смиренный толкователь космоса. working to translate its message so that I may share it with the world. Работаю над расшифровкой его сообщения, чтобы потом поделиться им с миром. Cool. Tell the cosmos I say hi. Круто. Передавайте космосу привет. Вега уже успел про меня слух? Нет. Честно говоря, Вега о тебе не говорил ни слова. В прямом смысле. The day began as any other, with blissful, unremarkable routine. День сначала ничем не отличался от любого другого. Блаженная, ничем не примечательная рутина. I took my usual morning walk around the gardens. Fresh air does wonders for the mind. Я, как обычно, прогулялся по садам на свежем воздухе, голова прекрасно работает. Did you see anyone else? Вы кого-нибудь встретили? Penelope and Fitz were in the greenhouse together. I didn't bother them, of course. Пенелопа и Фитц были в теплице, я, конечно же, не стал их беспокоить. I sat for a while besides the pond in the garden. It's a favorite spot of mine. Какое-то время я провел на скамейке у пруда в саду, это мое любимое место. Eventually, I returned to my tower and buried myself in my studies for the afternoon. Спустя какое-то время я вернулся в башню и весь полдень провел за занятиями. Did you use your telescope yesterday? Once the stars began to appear, naturally. Вы вчера использовали свой телескоп? Естественно, как только начали появляться звезды. For how long? И как долго? I can't say. I've been known to lose hours at my telescope. Не могу сказать, я часто часами смотрю в телескоп. Did you see anything? Что-нибудь увидели? No actual discoveries, if that's what you mean. Никаких значимых открытий, если вы на это намекаете. So you were all alone up in the astronomy tower. Значит, вы были одни в обсерватории. Must have been a while before you found out what had happened to Freya. А вы далеко не сразу узнали о том, что случилось с Фрей. Quite. Normally, I would be the last to find out about such a thing. Вообще-то, обычно я узнал бы о подобном происшествии последним. But a curious tug of fate led me towards the fellow tower later that evening. Но благодаря любопытному стечению обстоятельств я позже тем вечером оказался в башне Фэллоу. Вот мне интересно, какого черта он бежал в башню. I was at my telescope for the majority of the evening, Большую часть вечера я провел у телескопа. but at one point I returned to my desk to look something up in a reference book. Но в какой-то момент я вернулся к столу, чтобы проверить кое-что в справочнике. I couldn't find the book I wanted, so I figured Fiona must have borrowed it. Я не мог найти нужную мне книгу и решил, что ее наверняка одолжила Фиона. I left my tower and headed down towards the grand hall. Я покинул свою башню и спустился в большой зал. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. Я заметил детектива Хокшоу, выходящего из библиотеки.
She looked impatient and slightly frustrated. Вид у него был нетерпеливый и слегка раздражен. Same as ever then? То есть, как всегда. Quite. I passed her by and went upstairs to Fiona's room. Точно, я прошел мимо нее и поднялся по лестнице в комнату Фионы. The door was locked, but I could hear shouting coming from inside. Дверь была заперта, но из-за двери доносились крики. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. Я узнал голос Фионы, а также голос моей дочери. I had no desire to invade their privacy by eavesdropping. Я не хотел нарушать их разговор или подслушивать. So I waited for them to finish and come out into the hall. Поэтому я дождался, пока они не закончат и не выйдут в коридор. Before I could ask about the book, Poppy grabbed my hand and took me upstairs along with Fiona. Но не успела спросить о книге, как Поппи схватила меня за руку и повела наверх вслед за Фионой. It was apparent that both of them had already been crying about something. Было очевидно, что они обе уже успели поплакать о чем-то. We went up to Flora's tower. Freya was laying on her back, right in the middle of the room. Мы поднялись в башню Флоры. Фрея лежала на спине, прямо посреди комнаты. Flora and Fitz were already there. They both looked stoic as ever. Флора и Фитц уже были там. Вид у обоих был, как всегда, стоический. Felix and Penny arrived shortly after we did. Вскоре после нас прибыли Феликс и Пенни. And then Fiona went downstairs with Poppy for some reason. Затем Фиона зачем-то спустилась с Поппи вниз. I quickly decided that I should leave also. Я быстро решила, что мне тоже лучше уйти. I took Penelope with me, and we both went back to our rooms in Pointer Tower. Я забрал Пенелопу, и мы оба вернулись в свои комнаты в башне Пойнтера. Why did you leave so quickly? Почему вы так быстро ушли? Wasn't there anything you could have done to help? Разве вы не могли бы как-нибудь помочь? Мне кажется, есть какая-то несостыковка в том, как говорят об уходе из башни, когда они там все собрались. И то ли то, в каком порядке они уходили, то ли кто чем занимался, когда они уходили. Мне кажется, есть какой-то пробел. Плохой ты астроном, если ты по сметам не можешь сказать, сколько время. Это да, кстати. Don't take this the wrong way, but the whole ordeal is fellow family business. Вы только не подумайте, чего, но вся эта ситуация касается лишь семьи Фэллоу. I'm quite sure they don't need me getting in the way at a time like that. Уверен, что они не хотят, чтобы я в такой час болтался у них под ногами? Я уже запуталась. Чуть-чуть есть такое, да. Но есть несостыковки, есть пробелы. На большую часть вещей за счет того, что мы со всеми поговорили и нашли много всяких подсказочек и спрятанных под загадульками вещей, более или менее получилось раскрыть завесу тайн. Но все еще есть какой-то пробел, который наводит на много вопросов. Пока что у меня больше всего вопросов к Фитцу. К Фитцу и к Феликсу. Хотя от Феликса, мне кажется, ничего не добьешься. Ну, хотя, может быть, Феликса, учитывая, что мы собрали очень много вещей, мы, в принципе, получается, что сначала поговорили с Флорой, потом поговорили с Феликсом. Может быть, какая-то из вещей заставит его проболтаться о том, о чем он не хотел проболтаться. Не знаю, не уверена. I don't especially want to talk about myself. Я не люблю говорить о себе. Introspection often leads to vanity. Самокопание часто ведет к тщеславию. Wait, does it? Подождите, неужели? Why don't we discuss the moons of Jupiter instead? Почему бы нам лучше не обсудить спутники Юпитера? I'm not sure if we have time. Aren't there like 10 of them? Не думаю, что у нас есть на это время. Их же там штук 10. 83. 83. Yeah, we don't have time. Да, точно нет времени. My Poppy, my pride and joy. Моя Поппи, моя гордость и отрада. Exceptionally talented pianist from a young age. She... Невероятно талантливая пианистка. Она с детства... Hold on. Why is she on your list of suspects? Подождите, почему она в вашем списке подозреваемых? Because she's a suspect. Потому что она подозреваемая? Oh no, I can personally vouch for her innocence. She'd never... О, не-не-не-не, Он я Бабс лично... поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает: Вега — это исчадие ада.
Я уже давно пытаюсь его поймать. Тут драма покруче Ван Хельсинг. Если он зайдет на стрим, дайте мне знать. Да почему ты такой громкий, Good Game? Простите, чатик. Вы наверняка напугались так же, как и я. Упс, спасибо. Хорошо, дадим знать. Обязательно. Почему ты такой громкий, Good Game? За что? Я лично могу поручиться за ее невиновность. Она бы никогда... Well, the truth is, she loved Freya very dearly. По правде говоря, она очень любила Фрейю. If you don't mind me asking, what happened to Poppy's mother? И если не секрет, что случилось с матерью Поппи? Primrose? Примроза? She was Flora's sister, a Remington by birth. Она была сестрой Флоры, урожденная Ремингтон. The playing field has never really been even since she left. После ее отъезда все уже не то. Where did she go? А куда она уехала? Away. Далеко. She went away. Она далеко уехала. Что значит далеко? Что за проблемы, которые были у Флоры с ее братьями и сестрами? Ah, Penelope, our resident ornithologist. Ах, Пенелопа, наш орнитолог. Penny's your niece, is that right? Пенни ваша племянница, так? At this moment in time, В настоящий момент, да? until she marries the gardener. До тех пор, пока она не выйдет замуж за садовника. She'll still be your niece. Она все равно будет вашей племянницей. But she'll depart from the world of the pointers and join... Это человек, который говорил о границах, которых не должно быть. Но она покинет мир поинтеров и вступит в мир... The fellows. Like rats deserting a sinking ship. Как крысы, бегущие из тонущего корабля. Абсолютно неподозрительно. What do you want me to say? He's the gardener. Что вы хотите от меня услышать? Он садовник. He's a member of the family. Он же член вашей семьи. Yeah, but not the Pointer family. Да, но не семьи поинтеров. What happened to his parents, do you know? Знаете, что случилось с его родителями? His father Flint is Felix's brother. Strange man. Его отец Флинт был братом Феликса. Странный был человек. Don't think anybody knows what happened to him, but he certainly doesn't live here anymore. Не думаю, что кто-либо знает, что с ним произошло, но он точно не живет здесь. What about his mother? А что насчет его матери? Emily? I've not met her. She never actually married into the fellow family. Эмили? Я с ней не знаком. Она не вышла за него замуж и не стала официальным членом семьи Фэллоу. Her relationship with Flint was, it was short-lived. Ее отношения с Флинтом длились недолго. То есть прошенка небольшая такая, понятно. Nobody could deny her talent. Все видели, насколько она талантлива. She was remarkable. Она была необыкновенной. Artistically gifted, but also highly intelligent. Талантливая художница, но при этом и высокоинтеллектуальная. Those two things aren't mutually exclusive, you know. Вообще-то эти два качества не взаимоисключающие. Was she ever interested in astronomy? Она интересовалась астрономией? I don't think she was. The fault may well lie with me for failing to inspire her. Не думаю. Возможно, в том, что ее не удалось вдохновить, есть моя вина. But I think she was captivated by more tangible things here on Earth. Но мне кажется, здесь на Земле ее занимали более осязаемые вещи. My daughter loved her. Fiona, too. Моя дочь обожала ее, и Фиона тоже. That said, in the last year or so, more and more I've begun to notice her by herself. Однако за последний год я часто видел ее отдельно от всех. Wandering the gardens at the most peculiar hours. Она бродила по садам в самые неподходящие для этого часы. She must have explored every inch of the grounds 100 times over. Она, кажется, исследовала каждый сантиметр территории по 100 раз. Quite a restless spirit, I think. Такая вот неугомонная душа была. I'm surprised she chose to live at Tangle Tower as long as she did. Меня удивляет то, что она решила прожить в путанной башне так долго.
Она что-то пыталась найти, что-то связанное с этими морскими или кем, как их там лучше правильнее назвать, статуями, которые мы находим повсюду. Есть какая-то загадка. Hard to read, that one, but she seems to know what she's doing. Ее так просто не поймешь, но кажется, она знает, что делает. She's kind of mean. Она злая. You know, I simply assumed all detectives were sharp, rigorous, and thorough. Знаете, раньше считал, что все детективы проницательны, точны и доскональны. Then, of course, I met you. Но потом я познакомился с вами. Если бы Пойнтер нанимал нас, он бы только что сообщил, что он нам не заплатит. Ah, yes, the heiress of Tangle Tower. Ах да, наследница Путаной башни. Goodness knows what'll happen when she takes charge. Кто знает, что случится, когда она станет на руле. I dare say she'll confiscate my telescope and replace it with a microscope. Осмелюсь предположить, что она конфискует мой телескоп и даст мне взамен микроскоп. She doesn't seem to be the type to impress her will on others. Она не похожа на тех, кто навязывает свою волю другим. Still, keep an eye on her. И все же не спускайте с нее глаз. Dangerously intelligent, that one. Опасно смышленная эта девица. You sound jealous. Wait, are you two science rivals? Вы, кажется, ей завидуете. Подождите-ка, вы соперничаете с ней в науке? Oh no, we operate on very different wavelengths. О, нет, мы работаем на совершенно разных частотах. Literally. В буквальном смысле. He should learn to make the most of his lot in life. Он должен научиться с пользой проводить время, выпавшее на его долю. And he does have a lot in life. А на его долю столько всего выпало. И не только время. You're talking about money? Вы о деньгах? Among other things, but yes, he currently has agency over a small fortune. Помимо всего прочего, но да, у него сейчас по другое небольшое состояние. That is, if he hasn't already squandered it or lost it. Если, конечно, он уже не растратил его или растерял. You two don't get on? Вы с ним не ладите? Oh no, we're the best of friends. О, не, мы лучшие друзья. Я только что поняла, что мы нашли много разных секретиков, спрятанных под загадочками у всех, кроме Хок-шоу. Мы ничего не нашли у Хок-шоу. Нужно будет еще раз потыкаться. A listless soul drifting through the ether. Апатичная душа, дрейфующая в пространстве. What's wrong with her? И что с ней не так? Not sure. Не знаю. She's always been troubled. Comes from a dysfunctional family. Она всегда была не такой, как все. Она из неблагополучной семьи. I'd say you could ask her about it, but Я бы сказал, что вам стоит у нее спросить, но... I think you might find that to be a bit of a dead end. Я думаю, что вы окажетесь в тупике. Ладно, давай с ним начнем с самого начала. So, which one is Tangle Tower? Так какая из этих считается путаной башней? What's that? Что? There are two towers, right? Flora's tower and your astronomy tower. Здесь же две башни, так? Башня Флоры и ваша башня-обсерватория. Neither? Truly, I have no idea. Ни одна из них, по правде говоря, не имею ни малейшего представления. You'd have to ask Flora. Вам нужно спросить Флору. She named the house? Она дала название дома. The whole thing is a result of her squabbling with her family. Это название появилось вследствие ее ссоры с семьей. With Felix, you mean? Her husband? С Феликсом, ее мужем. No, her brother and sister, and her father. Не, с ее братом и сестрой. И с отцом. The Remington family was a rather tumultuous little unit, you see. Ремингтон довольно буйная семейка, знаете ли. I don't think Flora has spoken with any of them in over a decade. Мне кажется, Флора уже более 10 лет ни с кем из них не разговаривала. Not exactly a wealth of information, is it? Не то чтобы огромный объем информации, не так ли? It's enough. Достаточный. A very old statue indeed. Но очень старая статуя. I'd recommend you leave it well alone.
Рекомендую вам оставить ее в покое. Так, а вот это мне уже не нравится. Никто нам не рекомендовал. The poor fellow's in bad enough shape as it is. Бедняга и так уже в ужасном состоянии. Не-н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 е. Теперь ты у меня в списке подозреваемых сильнее, повыше. Какая-то статуя с очевидной загадкой, в которой что-то прячется, и ты нам говоришь ее не трогать. Нам никто так не говорил. Where on earth did you find that? Где вы это откопали? It was in a bush outside. I think someone threw it away. Мы нашли его в кусте на улице. Кажется, его кто-то выбросил. How peculiar. Как странно. I find that painting to be in rather bad taste. По-моему, эта картина полная бескусица. Oh, yeah? Да? The knife with real blood on it. Нож, покрытый настоящей кровью. Тебя закапывают все глубже и глубже. Я не уверена, что он может быть виновником, но, может быть, он видел и покрывает. Вот этому я бы не удивилась. The whole thing is rather vulgar. Вся эта затея достаточно вульгарна. Here's a thought. Do you suppose the paintbrush could be the murder weapon? Как насчет следующего? Возможно, орудием убийства послужила кисточка. Что скажете? After all, it was found at the scene, right next to Freya's body. Ведь ее же нашли на месте преступления, рядом с телом Фрей. I guess it's possible. Пожалуй, возможно. Pointer property originally И изначально принадлежал Пойнтерам, purloined by the fellows. а Фэллоу его присвоили. Typical. Как обычно. Так, понятно. I haven't seen that tape for a long time. Давненько я не видела эту кассету. Who broke it? Кто ее сломал? No idea. Понятия не имею. Ah, well, possessions are fleeting, my friends. Ах, что ж, имущество недолговечно, друзья мои. Curious little thing, isn't it? Интересный предмет, не так ли? Do you know what she keeps in there? Вы знаете, что он здесь хранит? Nothing. Ничего. At the moment, it was empty when we opened it. А в данный момент, когда мы его открыли, там ничего не оказалось. How bizarre. Неожиданно. Can't a woman keep an empty egg in her room? А разве женщина не может хранить просто пустое яйцо у себя в комнате? Is this important? И это важно? Possibly. Возможно. This looks a little rushed, even by Felix's standards. Выглядит незаконченным даже по стандартам Феликса. At least he tried. Но он хотя бы пробовал. Yes, I suppose it's good for the old fellow to have a hobby. Да, полагаю, старичку полезно иметь хобби. Keeps his mind from decaying, you know. Предотвращает разложение умственных способностей, знаете ли. This is supposed to be Felix, is it? Пощечина почему-то прилетела. Хорошо, это должно быть Феликс, не так ли? I think so. Полагаю, что да. I see he's afforded himself considerable artistic license. Вижу, он позволил себе как художнику определенную вольность. Freya was well acquainted with the abstract, I'll say that much. Фрейя хорошо разбиралась в абстрактном, с этим не поспоришь. What does it look like to you? На что это похоже, как вам кажется? To me, Мне? it's a big red thing. Это большая красная штука. What a fascinating interpretation. Потрясающая интерпретация. He's right, though. Но он прав. It is a big red thing. Это действительно большая красная штука. Poppy's two closest friends. Две лучшие подруги Поппи. Freya looks so innocent there. Фрейя здесь выглядит такой невинной. These were drawn by Freya. Их Фрейя нарисовала? She must have drawn that one of Hawkshaw rather recently. Она, должно быть, нарисовала Хокшоу сравнительно недавно. I guess. Видимо, так. That's a very old book, isn't it? Это очень старая книга, не так ли? Looks like someone could have taken better care of it. Похоже, за ней могли бы ухаживать и получше. I like the look of a well-read book. А мне нравится, когда у книги такой вид, значит, ее читали. Better than one that's never been opened. Лучше так, чем когда совсем не открывали. Ah, well put. Хорошо сказано. Yes, very nice. Да, очень мило. Where is that bird of Flora's?
Так где же теперь находится эта Флорина птица? It's been a while since I've seen it. Я ее уже давно не видел. A diary can be a wonderful outlet for an outpouring of one's soul. Дневник служит прекрасным хранилищем для душевных излияний. How do you know it's a diary? Откуда вы знаете, что это дневник? I suppose I don't. Полагаю, что не знаю. But it does look like a diary. Но он похож на дневник. Fitz seems rather keen to grow things like this in his greenhouse, doesn't he? Фитц горит желанием выращивать подобное в своей теплице. Вы не считаете? What's wrong with that? И что в этом такого? Well, you can't eat it. Ну, это нельзя есть. Makes you wonder why he bothers at all. И поневоле задумаешься, почему он вообще этим утруждается. Shiny. My precious. И всякое такое. Oh, you found a murder weapon? О, вы нашли орудие убийства. Steady on. It's just a gardening trowel. Успокойтесь, это лишь садовый совок. Looks like a weapon to me. Как по мне, так похоже на орудие. Curious creature, isn't it? Любопытное создание, не так ли? Some sort of amphibious bipedal fishman. Своего рода двуногий человек-рыба, Playing a trumpet. играющий на трубе. Playing a trumpet, yes. Играющий на трубе, да. Oh, my. О, боже. This is the first piece that Primrose ever learnt on the piano. Это первое произведение, которое Примроза научилась играть на пианино. Primrose, that is Poppy's mother. Примроза — это мама Поппи. She passed it down to Poppy when she started teaching her how to play. Она передала эти ноты Поппи, когда она начала учить ее играть. Poppy's piano teacher was her mother. Игре на пианино Поппи учила ее мать. Of course. Конечно. Warms my heart to know that after everything, Poppy still has it up on her wall. Тот факт, что после всего эти ноты все еще висят у Поппи на стене, согревает мне душу. What a precious photograph. Какая прекрасная фотография. She hasn't changed a bit, has she? Она совсем не извинилась, вы не находите? Who? Oh, if you don't know, Если вы не знаете. perhaps I don't either. Возможно, я тоже. Мне нравится, как они все отрицают сразу же. I've seen those earmuffs before. Я раньше где-то видел эти наушники. They're the ones Fitz always wears when he's out the front gardening. Фитц их всегда носит во время работы в саду. Always wears. Всегда носит. Whenever I've seen him, yes. Всегда, когда я его вижу, да. I think you may wish to adjust your threshold of what you consider to be a clue. Думаю, вам стоит подправить определение того, что вы считаете уликой. Здесь нужно ему флакушку показать. Нашелся мне спец. That's rather a small cage for 3 birds, isn't it? Я каждый раз просто задыхаюсь от афига. Игра заставляет, да? Чуть-чуть. Совсем маленькая клетка для 3 птичек, вы не находите? But then, aren't we all trapped in a cage? Но с другой стороны, разве мы все не заперты в своего рода клетке? Ох, я не хочу рассуждать на эту тему. What kind of flower is that? И что это за цветок? We're not sure. Мы не уверены. I think it might be the only one of its kind. Думаю, что он, возможно, единственный в своем роде. Primrose would know. Примроза познала. My wife was a floriculturalist. Best in the field. Моя жена была цветоводом, лучшим специалистом в своей области. That's a flower joke, but she was. До этого была какая-то шутка про цветы. Но, впрочем, да. Interesting. Как интересно. Well now, that is most definitely none of my business. Что ж, это определенно не мое дело. Quite possibly none of yours either. Вполне возможно, что и не ваше. Так ты что-то знаешь, пес. Ты явно что-то знаешь. So, we found some research. Итак, мы наткнулись на одно исследование. What's up with this golden beetle? Is this something you're studying? Что это за золотой жук, вы его изучаете? I can't help you, I'm afraid.
Боюсь, я не могу вам помочь. Вот, короче, что он ищет. Вот зачем здесь какой Хоук. Следователь, которого он нанял, должна найти этого жука, и он уверен, что этот жук должен находиться в башне. И наверняка этот жук как-то связан с странным металлическим звуком, про который упоминала Поппи. I think it must be something left behind by a previous inhabitant of Tangle Tower. Думаю, это осталось после предыдущих жильцов Путанной башни. I'm not the first scientist to ever walk these halls, you know. Я же не первый ученый, когда-либо работавший в этих стенах, знаете ли? Well, it wasn't in the halls. It was in your astronomy tower. Но он не просто оказался в стенах. Мы нашли его в вашей обсерватории. Без комментариев. That's all the statements. И это все показания. Let's go over them all. Давай пройдемся по ним еще раз. Можно я вернусь в башню и дотыкаю все то, что я не натыкала? Мы как бы не со всеми обо всем поговорили, честно говоря. Нас вытурили. Обойдутся. Меня вот это интересует. Мы нашли раз-два. I'm still not sure. Should we take another look? Let's come back later. Головоломка еще не решена. Spooky. What do you think? Is it working? No. Я хочу к Поппи. Darn. Those petals. Эти лепестки. What about them? Что насчет них? It's nothing. They're just unusual. Ничего, просто они необычные. Так, Поппи, я хотела спросить про оставшихся. Eavesdrop what the stars are saying. Earthly tether, slowly fraying. Floating, helpless from the worst. Of jealous hunger, selfish thirst. Take a moment, kneel and meet. The flowers growing at your feet. Так, интересненько про папу. Относительно зависти и жадности, в принципе, да, это действительно почувствовалось. Feathers flashing in the light. From a sunbeam, gleaming bright. I shield my eyes and turn my head. But all at once I've been misled. Light is shining on the stage. But through the railings of a cage. Не супер злобно, но со своим упреком. Понимаю, понимаю. Так. Давай к Фицу. Хотя Поппи можно относительно подозрения тыкнуть. Давай на подозрение тыкнем. Подозрение относительно фотографии. I need to confirm something with you, Poppy. Хочу кое-что у вас подтвердить, Поппи. Confirm away. Валяйте. What can you tell us about this cassette tape? Is it yours? Что вы можете сказать нам об этой кассете? Она ваша? It belongs to Freya. Она принадлежит Фрей. She liked to have music playing while she was painting, you know. Ей нравилось, когда играла музыка, особенно, знаете ли, когда она рисовала. And do you know what kind of music is on this tape? А вы знаете, какая музыка записана на этой кассете? No idea. Понятия не имею. Acid jazz. Кислотный джаз. It's piano music. Музыка пианино. Sounds an awful lot like your music, to be honest. Очень похоже на вашу музыку, если честно. Sure it doesn't belong to you? Она точно не ваша. Why are we even talking about this? Почему мы вообще об этом говорим? Cassette tapes have been redundant for a good few years now. Кассета уже несколько лет как не пользуется спросом. The tape was found at the crime scene. It was in the gramophone.
Кассета была найдена на месте преступления, она была в граммофоне. It's not mine. I'd never own anything like that. Это не мое, я бы никогда такое не купила. Why not? Not my color. Почему нет? Я не люблю этот цвет. Прежде чем пойти к Фитцу, Фитц нам намекал на то, что нам нужно еще раз посмотреть на месте преступления что-то относительно палитры. Потому что мы показали ему палитру, и она его смутила. You used to like these colors. Вы раньше любили такие цвета? Ridiculous. Глупости. We need a clue to compare with the cassette tape. Something that proves Poppy used to like these colors. Нам нужна улика для сравнения с кассетой. Что-то, что докажет то, что раньше Поппи нравились яркие цвета. Let's take a closer look at this. Давай взглянем на это поближе. Розовая кассета. С места преступления похоже на розовый аудиоплеер. На виде на этой фотографии с Поппи. The pink cassette tape found at the crime scene matches the pink cassette player used by Poppy in this old photo. That is not me. Это не я. Yeah, it is. Нет, это вы. I'll prove it. Я могу это доказать. Да? А, ну, да. Соединить. You look a little different, but Fifi and Freya are pretty recognizable. Вы сейчас немного выглядите по-другому, но Фифи с Фрей легко узнать. It's clearly a photo of you with your two best friends. На этой фотографии явно вы и две ваши лучшие подруги. Why'd you tear it up and then hide it? Почему вы ее порвали и затем спрятали? I think the answer is pretty straightforward. Мне кажется, ответ очевиден. Фотография доказывает, что убийца это Поппи. Ну да, конечно. Poppy doesn't want to look like that anymore. Поппи не хочет больше так выглядеть. That's it. И это все. Makes this whole thing seem kind of irrelevant. Тогда все это вообще не важно. Maybe. It depends on the reason. Возможно, все дело в причине. The reason she doesn't want to look like that anymore? Причине, почему Поппи не хочет больше так выглядеть? The passage of time is a powerful thing. Время неумолимая штука. Hold on. Секундочку. This means that pink cassette tape does belong to you, Poppy. Так значит, розовая кассета действительно принадлежит вам, Поппи? It used to. Раньше принадлежала. I recorded some piano music onto it and gave it to Freya as a gift. Я записала Years свою ago. игру на пианино и подарила Фрей несколько лет назад. Freya could have easily been listening to this tape at the exact moment she was killed. Вполне вероятно, что Фрея слушала эту кассету в тот момент, когда ее убили. There's gotta be a connection between the tape, the gramophone, and the murder. Должна быть какая-то связь между кассетой, граммофоном и убийством. There's one other thing I want to know. Я еще кое-что хочу узнать. How did it get that crack down the middle? Откуда здесь трещина посередине? I have no idea. Не имею ни малейшего... Не имею ни малейшего представления. Не умаляйшего представления. Мне нравится, что трещина здесь, у вот этого создания стоящего. Так, ну ладно, с ним мы разобрались. Давай чекнем место преступления и потом потрогаем Фитца. Заметь, какие места. И не очень. Supposedly, Freya was working on the painting. Looks like Didn't even get a chance to clean her brush. Nope. Freya's painting supplies.
Supposedly, Freya was working. Didn't even get a chance to clean her brush. Ну, ничего такого, что-то я не дохожу. Меня все еще смущает, что нет второго цветка. The whole room is a strange. Yeah, there might be a reason. Так, ладно, идем к Фитцу. Так, вопросики, мужчина. Хотя, стоп. Я хотела посмотреть, можно ли у Шоу что-то найти. Is that a clock? Это часы? If it is, it's a clock with 4 faces. А, вот и загадонька. Если да, то часы с 4 циферблатами. I'm guessing it doesn't tell the time. Кажется, они не показывают время. So what does it do? Тогда что они делают? Поверни циферблаты, чтобы все 4 стрелки были в правильной позиции. Ты издеваешься? Что со стримером? В смысле, что со стримером? А куда они должны показывать? Со вторым. С каким вторым стримером? Какой второй стример? Где? Где? No. So moving any of the hands turns the adjacent hands in the opposite direction. Итак, при движении одной стрелки соседняя стрелка двигается в противоположном направлении. It's like cogs on a machine. Похоже на шестерни. А что за правильная позиция, которая нам нужна? С Никичем. А что не так с Никичем? Стрим сегодня будет. И до этого был стрим. Да, стрим он через 40 минут будет. Может быть, нужно, чтобы они были вместе, наоборот? Типа вот так. I guess that's wrong. Did you work out what direction each hand needs to be facing? Ты понимаешь, в каком направлении должна смотреть каждая стрелка? Нет! Each one ends with a little hoop. Try looking through the hoop and ignoring the rest. На конце каждой из них кружок. Попробуй взглянуть в кружок, проигнорировав все остальное. Вообще нифига не помогает. Ни маленький, ни большой. Вроде нужно сделать так, чтобы было видно цифры. Типа здесь нам тогда нужна тройка, здесь нам нужна девятка. То есть 12, 3, 9... А здесь у нас тогда вообще что? Что это за цифра? Простите, у меня тут кот очень хочет внимания. 6? Это шестерка? Ладно, как скажете.
только у нас вот это получается неправильно. Осень? Ты чего? Так, если нам нужно раз, два, три, то тогда нам нужно тебя вот сюда накрутить. Сейчас я запутаюсь и буду очень долго здесь сидеть, я прям уверена. Я прям уверена. Так, да. Теперь нам здесь не хватает. Что-то у меня не получается. 3, 9, 12. Здесь. Что ты, как бы тебя бы... Reset the puzzle. Я прям теряюсь. Что-то у меня не получается соображать на все 4. Nothing. It's just numbers 3 on the right, 6 on the bottom, 9 on the left, and 12 on the top. You only need 90-degree angles. That should make it easier to work out. Только с прямыми углами. Reset the puzzle. Нам получается, нужно так накрутить. Хотя нет. Все-таки получается прямой. Перебор. Да, ядрить. Reset the puzzle. Я сейчас сломаюсь. Так, здесь, да, здесь все понятно, здесь хорошо. Мы верим. Да, я тоже верю, что рано или поздно. В принципе, на самом деле... Попробуй сначала все в одну позицию поставить, теперь смотреть, как идут стрелки. В какую одну позицию? Чтобы они все смотрели в одну сторону? Так. Сосисыч, привет, как твои делища? Добрый вечер.
Что это за диски? Это циферблаты, на которых нам нужно выставить 3, 9, 12 и 6. Правда, я все еще не уверен, 9 это 6 или не 6, но, видимо, 6. То есть нам бы тебя докрутить вот сюда. Тут можно сбросить, чтобы посмотреть, как все было? Да, Reset конечно, the я много bubble. раз сбрасывала при вас. Вот сброшенное состояние. Да ладно. No, that was it. Я не знаю как. Вероятно, глоток кофе целительный. Nice work. Клево. What's in the box? Что в коробке? А кофе? Кофе творит чудеса. С некоторыми из нас. A little tool thing? Looks like a telescope, Небольшой инструмент. Похоже на телескоп. but I'm not actually sure what it is. Но я не уверен, что это. Маленькая линза. Небольшой медный инструмент с вогнутой стеклянной линзой, оснащен винтом. Потихоньку сегодня ходил в магазин, чуток замерз, что-то резко похолодало. А такой нафас, который в PS Plus давали, трогаю, пока нравится. И как тебе? Я только сегодня ее что-то запустила один раз, но особо даже не поиграла. This belongs to you, Hawkshaw? Это вам принадлежит, Хокшоу? Correct. Так точно. And, what is it? И что это? It's my handheld microscope for up-close investigation work. Это мой ручной микроскоп для исследований крупным планом. What do you magnify with it? И что вы ему увеличиваете? Trace particles, dust, oils, clothing fibers. Микрочастицы, пыль, масла, волокна от одежды. Have you used it here at Tangle Tower? Вы использовали его в путанной башне? I have. I used it to examine the greenhouse only 2 days ago. Да, я использовала его для изучения теплицы всего 2 дня назад. What were you looking for? И что вы там искали? That is between myself and my client. Это касается только меня и моего клиента. И при этом Фитц уверен, что она не была в теплице и ничего там не осматривала. Там можно даже водителя тюнинговать, вернее, одежду менять. Но это, насколько я поняла, в Форзе также было. То, что можно там впадают в платья, шмотки и так далее. Нужно будет попробовать. Побольше. Вот это. These people really are ridiculous, aren't they? И эти людишки смехотворные, не так ли? Where did you find this? Где вы это нашли? Do you have any theories about where this might have been? А у вас есть какие-нибудь теории о том, где она могла быть? Or who might have had it? Или у кого? I have several theories, У меня есть несколько теорий. but they are my theories, and I'm not going to share them. Но это мои теории, я не собираюсь ими делиться. Ясненько.
Так, ладно. Я пойду к Фицу. Этот взгляд. Не все еще A little не chart беспокоит of... вот Actually, I этот have no idea what it's чертеж. about. Может быть, он связан с доской, которая с формулами у Фифи? Kind of reminds me of a periodic table. Напоминает периодическую таблицу. Kind of reminds me of a periodic table. Greek letters, I think. Греческие буквы, да? Greek letters, I think. Слушайте, а прислуга в этом доме есть? Нет. Нету. Здесь живут только члены семьи. Ну так прикольно, копы вообще жесткие. Да то, что копы жесткие, там, по-моему, показано во вступлении. What do you make of it? Not a whole lot. Так, у меня вопросики к тебе. Those petals, Эти лепестки, they, они... What? they're red. Они красные. Да ладно. Any idea who this is? Можете предположить, кто это? No idea. Не представления не имею. A flower. Цветок. Yeah, it's a flower. We found it in Penny's room. Да, цветок мы нашли его в комнате Пенни. Okay. Mean anything to you? Он для вас что-нибудь значит? Why would it? С чего бы? Come on. Да ладно. I don't really go into Penny's room or anywhere in Pointer Tower. Я вообще-то не захожу в комнату к Пенни и в саму башню Пойнтеров тоже. I just don't have a reason to. Мне незачем. Так какие у них отношения с Пенни? We found these up in the rooftop garden. Мы нашли их в саду на крыше. Do you know how long they've been there? Вы знаете, как долго они там находились? No, it could have been a long time. Нет, возможно, что долго. We don't ever really clear up the rooftop garden. Мы никогда не убираемся в саду на крыше. Да и, судя по всему, не только там. Why not? Почему нет? Nature is unruly. In truth, it prefers to be left alone. Природа непокорна, по правде говоря, она предпочитает, чтобы ее оставили в покое. Как же я ничего не понимаю. Да уж, не просто так эта путанная башня. This is yours, Fitz? Это ваша, Фитц? Yeah, Да. Do you use it? И для чего вы его используете? I keep all my tools in the greenhouse. Я храню все свои инструменты в теплице. That wasn't what she asked. Это не то, о чем она спросила. What's with the broken glass? Откуда взялось разбитое стекло? Poppy's piano music. Ноты Поппи. I remember when she started learning. Я помню, когда она только начала учиться. She's improved a lot since then. С тех пор она стала играть гораздо лучше. Yeah, that's generally how it works. Ага, обычно так и происходит. Так, стоп. Если он не заходит к ним в башню, то откуда он знает про эти ноты? Он должен был быть либо в комнате Поппи, либо все-таки ходить в башню. Как минимум музыкальную комнату. Right. Of course. Да, конечно. Wait, those are mine. The earmuffs. Подождите. Это мои наушники. They went missing about a week ago. Они у меня около недели назад пропали. What do you need earmuffs for? И зачем вам наушники? I use them for gardening sometimes. Я иногда их надеваю, когда работаю в саду. Why? You don't own a chainsaw, do you? Зачем? У вас же нет цепной пилы? No. А зачем пилу называть цепной пилой? I wear them while I'm gardening, and it stops people from trying to talk to me. Я их надеваю, когда работаю в саду, чтобы со мной никто не пытался разговаривать. That's genius. Гениально. Penelope's 3 favorite birds. 3 любимые птицы Пенелопы. She's very protective over them. Она всегда так о них заботится. Are they like her pets? Do they have names? Они типа ее домашние животные. У них есть имена. Oh, they have names. У них есть имена. Penelope loves to name things. Пенелопа обожает давать имена всем и вся. Do you remember what she named them? Вы помните, как она их называла? I do not. Нет? I've seen beetles with brightly colored shells, metallic shells even.
Я видел жуков с ярко раскрашенными панцирями, даже металлическими. С щитами. Даже металлическими панцирями. Химик, привет. Вкатывается. Сейчас ты скоро к Никчу покатишься в цирк. They're relatively common, especially around here. Они достаточно часто встречаются, особенно в этих краях. There's a difference between that and actual gold. Но эти панцири отличаются от настоящего золота. It can't be actual gold. Это не может быть настоящим золотом. Gold is just inside the earth or whatever. You can't make it. Золото же внутри земли и все такое, его нельзя просто создать. It's called alchemy. It Это was a whole называется thing. алхимией, целая наука. Просто игнорирую эту женщину. Зачем у меня свой личный цирк? А там будет приятнее. Ты будешь, по крайней мере, смотреть, а не участвовать. You ever seen this before, Fitz? Фитц, вы когда-нибудь видели это? No, but I don't normally go into Fifi's room. Нет, но я обычно не захожу в комнату Фифи. That's not where we found it. Мы нашли его у него в другом месте. Oh, I just thought Оу, it looks like it belongs to her. Просто похоже на что-то, что принадлежит ей. Так. Время допроса. Господи, ты дурак! Ты дурак! Ты куда запрыгиваешь? Кот, который пытается запрыгнуть на кромку стола, на котором практически нет места, не то чтобы жопу посадить, а даже лапами зацепиться. Ты дурак! Ты куда лезешь? Целый стол свободен. Poppy and I are friends. Мы с Поппи друзья. Oh, I can buy that. Dark clothes, blue hair, an average of 3 words per sentence. В это несложно поверить. Темная одежда, голубые волосы, в среднем по 3 слова на предложение. Так, стоп, гримуар, ты к чему сейчас прикапываешься? Oh, you're like 2 peas in a pod. Вы прям 2 сапога пара. She's very kind, Она and очень she has an добрая. interest in plants, А еще она unusual интересуется flowers растениями. mostly. В основном необычными цветами. I've been teaching her. Я ее учу. Right. Да. Is something wrong? Что-то не так. Penelope is my fiancé. Мы с Пенелопой помолвлены. Don't take this the wrong way, but Только не обижайтесь, но Penny doesn't really strike me as your type. мне трудно поверить, что Пенни может вам понравиться. She's not who she pretends to be. Она совсем не такая, какой она себя выставляет. People think she's, Люди думают, что она... well, they make assumptions. Ну, они строят And некоторые how's догадки. the relationship doing recently? И как ваши отношения в последнее время? Good. Хорошо. It's good. Все хорошо. Вопросики у меня относительно их отношений все еще остались. Знать, что они помолвлены, но как бы, да. Есть какая-то оговорочка между всем этим? I imagine you don't visit the astronomy tower too often, do you? Уверен, вы не часто заглядываете в обсерваторию, да? No, but I still see Pointer sometimes. Не часто, но я все равно вижу с поинтерами иногда. He's always curious about what I'm growing in the greenhouse. Ему всегда любопытно, что я ращу в теплице. Asks me about the birds too, and insects. А еще спрашивает меня о птицах и насекомых. He's pretty clued up on his evolutionary biology. А он хорошо подкован в эволюционной биологии. I didn't think there was much overlap between astronomy and biology. А вот это интересно. А я-то думала, что у астрономии и биологии мало чего общего. Вопросики, 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 вопросики. Ох. Давай сюда. Fifi's got something. What is all this? Ну нет, ничего такого. Did you notice who? Freya? Mm-hmm. Нет, не то. Как-то много букв. Да, вот такая игра. О, не-не-не. Нам нужно же ее прикрыть. Так, прокомментируй. Who is that in the photo? Кто это на фотографии?
I'm quite sure that I have no idea. Я практически уверена в том, что не имею ни малейшего представления. Действительно. This belongs to Professor Pointer, does it not? Это принадлежит профессору Пойнтеру, не так ли? No, I don't think so. Кажется, нет. Who else would own such a pointless little telescope? Кому еще понадобился бы такой маленький бесполезный телескоп? It's a telescope. Это телескоп? Oh, yes. It has a telescopic lens. Да, это телескопическая линза. It could only be used for looking at things that are far away. Ее можно использовать только для того, чтобы рассматривать вещи, находящиеся очень далеко. Нам набрала детектив. Now this is interesting. А вот это интересно. Where did you find it? Где вы это нашли? In the astronomy tower. В обсерватории. And yet, it does not concern the field of astronomy. А между тем он никакого отношения к астрономии не имеет. Nope. Нет. In fact, you could even say that entomology is the exact opposite of astronomy. Более того, можно даже сказать, что этномология является прямой противоположностью астрономии. Yeah, you could. Да, I would not say that, действительно. however. Oh, Хотя я не стал бы так говорить. No, it would be quite naive. Да, это достаточно наивной точки зрения. To study science in any field is to study the connections between all matter in the universe. Изучение науки в любой сфере влечет за собой изучение связей между всеми материями во Вселенной. Living or inanimate. Вне зависимости от того, живыми или неживыми. Who is this her to whom the message refers? Кто это она, о которой говорится в сообщении? well, I don't know exactly. Ну, я точно не знаю. Then how can I meaningfully evaluate this object? Тогда как я могу достоверно оценить этот предмет? Next! It is a flower. Это цветок. It reminds me of something, but I cannot say what. Он напоминает мне о чем-то, но я не могу сказать, о чем именно. I am scared of birds. Я боюсь птиц. Why? It is an irrational fear. I have no suitable explanation. Это рациональный страх, у меня нет подходящего объяснения. Oh, What a mess. Что за беспорядок? Penelope should tidy up after herself. Пенелопа должна за собой убирать. these weren't dropped by Penny. They were dropped by birds, Это не Пенни их уронила эта птица. I think. Мне так кажется. My argument stands. Мое утверждение остается в силе. Угу. What's wrong? Что не так? Earmuffs do not go on statues. Статуи не носят наушники. An item from Poppy's childhood. Предмет из детства Поппи. Her earliest piano lessons hold some special significance for her. Первые уроки игры на пианино имеют для нее какое-то особое значение. Why's that? И почему? No idea. Представления не имею. She has never graced me with the details, and I am not forthcoming enough to ask. Она никогда не доставила меня такими подробностями, а я не настолько общительна, чтобы спрашивать. You two are friends, right? Вы же дружите. We are, yes. Мы? Да. But Но... It is clear to me now that Poppy has become tired of my company. Мне стало очевидно, что Поппи надоело общение со мной. is it anything to do with Freya? Это как-то связано с Фрей? Oh, no. О, нет. The changes in Poppy's mood have nothing to do with Freya. Her concerns simply lie elsewhere. Изменчивость настроения Поппи не имеет никакого отношения к Фрей. Ее интересует совершенно другое. Да, такое большое стоит в теплице. Сверкает глазами. Катрия, привет. Why did Poppy leave shards of glass all over this statue? Почему Поппи рассыпала по всей статуе осколки стекла? What makes you think it was Poppy? Почему вы считаете, что это Поппи? The statue lives in the music room. Who else would it be? Эта статуя находится в музыкальной комнате. Кто еще это может быть? That blade. Этот клинок. It's a troll Это for сова. gardening. Для садоводства. It is. Да? The fruit here has a unique chemical makeup. У этого фрукта уникальный химический состав. It makes them completely pointless. Из-за этого он совершенно бесполезен. Unless you wish to cut it down and sell it as a precious stone. Если только вы не хотите срезать его и продать в качестве драгоценного камня. It's not edible. А он несъедобный? Depends. Зависит. On what? От чего? On the structural integrity of your teeth. О конструктивной прочности ваших зубов. То есть потенциально его все-таки можно съесть.
A book. Книга. My book. Моя книга. And what's in it? И что в ней? Pages. Страницы. Я обожаю эту игру всеми фибрами своей души. Насколько она приводит тебя в состояние просто непонимания того, что происходит, и насколько она восхитительна некоторыми своими моментами и ответами. Это просто идеально. Ух. Книгу можно открыть? Я не знаю. У нас не было такой опции. Freya drew these. Я аж передернула слово «конструктивная прочность». Конструктивная прочность химика? Да, мне кажется, есть такой параметр, который кто-то пытается активно исследовать. Как вы тут? О, так себе? Но мы стараемся. Впрочем, как всегда. А как вы там, Силкатри? Фрея их нарисовала. Yeah, I think so. There's a note on the back. Да, я тоже так думаю, на обратной стороне записка. But she never showed them to me. Но она никогда мне их не показывала. Well, I think it was a gift for your mother, Но, кажется, это был подарок для вашей матери. like a private thing between Freya and Flora. Это лично касалось только Фреи и Флоры. There's something about that diary we found in Fifi's room. Что-то с дневником, который мы нашли в комнате Фифи, не так? Something suspicious. Что-то, что вызывает подозрение. Let's ask her about it. There's something about Hawkshaw's handheld microscope. Что-то с мобильным микроскопом. Something. Let's ask her about it. И пошли спрашивать про микроскоп. Ну, действительно. Пошли. This little microscope thing? Этот малюсенький микроскоп. You said you used it to search the greenhouse. Вы сказали, что использовали его при обыске теплицы. And this would make perfect sense if you knew what my client had asked me to find. И это совершенно логично, если бы вы знали, что мой клиент попросил меня использовать. Попросил меня использовать. Что он попросил вас использовать? Не использовать, найти. Of course, I still have no intention of disclosing that information. Конечно, я не собираюсь разглашать эту информацию. You're such a tease, Hawkshaw. Вы такая дразнилка, Хокшоу. Don't worry. We already worked out what you're searching for. Не волнуйтесь, мы уже разузнали, что вы ищете. Жука, насколько я понимаю. Начинается вообще... По идее, как бы у нас прямо сейчас должно быть по максимуму всяких подозрений, но у нас есть 2 пустых места в уликах, то есть мы еще что-то можем найти. А, вон что пьет 3-й день кровь химика. Спар притопала недавно, на большей части которых либо залипала в окно, либо читала книжку. А на парах можно читать книжки? Фига. Ну, такого не было. Счастье. Через несколько минут пойду пожарю яичинку с помидорками. Готовься, там у Никича цирк сегодня. Через 10 минут. You're not as hopeless as you look. А вы не так безнадежны, как может показаться. Thanks. Спасибо. Грейбер, привет. So, that's what you were looking for in the greenhouse? Как твой This вечерочек? beetle? Итак, вы это искали в теплице этого жука? Surely even you can understand the logic of it. Несомненно, даже вы сможете понять стоящую за этим логику. The greenhouse is home to a great many insects. В теплице обитает множество насекомых. The gardener could have easily kept the beetle hidden in there. Садовник мог с легкостью спрятать жука там. Well, Fitz said you questioned him, but didn't actually search the greenhouse. Пит сказал, что вы его допрашивали, но при этом не обыскивали теплицу. He is not exactly the type to appreciate subtlety. Он не из тех, кто улавливает тонкости. He simply didn't notice that I was using my microscope. Он просто не заметил, что я использовала микроскоп. What do you reckon, Grimoire? Что скажешь, Гримуар? I know for a fact she didn't use the microscope in the greenhouse. Мне доподлинно известно, что она не использовала микроскоп в теплице. It's not a microscope at all. Потому что это вообще не микроскоп. All of a sudden, Detective Grimoire is some kind of expert on microscopes.
Когда этот детектив Гримуар стал экспертом по микроскопу? Хокшоу соврала. Мобильный микроскоп не настоящий, согласно Хокшоу, так как в нем... Не-не-не-не-не-не. А при чем здесь Хокшоу? Не-н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 е. Мобильный микроскоп, по словам Фифи, использует телескопическая линза. Чего? The handheld microscope, according to Fifi, uses a telescopic lens, so Hawkshaw lied about it. I'm inclined to believe Fifi when it comes to stuff like this. Кривой перевод, но как бы, окей, ладно. Мы не сломались. Пока что. Все еще. Наконец добрался до горизонтального положения, так что вечер стал намного приятнее. О, отдыхай, приятного тебе. Я склонен верить Фифи, особенно в таких вещах. Haksha, why did you lie about owning a telescope? Почему вы соврали о том, что у вас есть телескоп? When you were a child, what did you aspire to become? Когда вы были ребенком, кем вы хотели стать? A detective? Детективом? Emperor of the Galaxy. Императрицей всей галактики? I wanted to be an astronomer. А, я хотела стать астрономом. Really? Серьезно? I harbored a desire to understand the secrets of the wider universe. Я жаждала узнать тайны Вселенной. A fool's errand, to be sure, Явно but четная a затея, seductive one. но при этом такая соблазнительная. At 15, I decided instead to apply my intelligence to the world around me. Когда мне исполнилось 15, я решила применить свои умственные способности к изучению окружающего меня мира. And so, I became a detective. Так я и стала детективом. But the yearning for elusive knowledge is a powerful force. I tried to keep it with me. Но жажда неуловимых знаний — мощная сила. Я стараюсь не забывать о ней. Sorry, but we're way off track. What's the deal with the little telescope? Извините, но это вообще не связано с делом? Что это за телескоп? A memento from my childhood. Это сувенир на память из моего детства. Say what? Little more than a toy. Это не просто игрушка. Why did you bring it with you? Зачем вы его с собой привезли? When I discovered that it was Professor Pointer who had hired me, Когда я узнала, что меня нанял профессор Пойнт, I dared to consider it something of a planetary alignment. я осмелилась посчитать это своего рода планетным предзнаменованием. I had hoped he might sign my telescope. Я надеялась, что он подпишет мой телескоп. An extremely childish indulgence, I admit. Чрезвычайно детское желание, признаюсь. I never would have guessed. Никогда бы не додумался. Hold on. You're admitting you didn't use it in the greenhouse then? Подождите-ка, значит, вы признаете, что не использовали его в теплице? Correct. As it happens, I have no need to search the greenhouse to such a degree. Так точно. Так случилось, что мне не пришлось тщательно осматривать теплицу. Professor Pointer doesn't consider the gardener a suspect in our theft investigation. Профессор Пойнтер не считал садовника подозреваемым в нашем расследовании. So, who is your suspect? Так кого вы подозреваете? Things have become complicated. А вот это уже сложнее. My lead suspect Моим главным подозреваемым is your murder victim. была ваша жертва. Чё-то не стало легче. Окей, давай ты к нему про дневник. Is this your diary, Fifi? Это ваш дневник, Фифи. We found it in your bedroom. Мы нашли его в вашей спальне. Of course it is mine. Ridiculous question. И, конечно, это мой дневник, нелепый вопрос. Why is it locked up like that? Почему он закрыт на замок? You seriously require an explanation. Вам действительно требуется объяснение? Very well.
Что ж, A fairly common concept, the so-called secret diary, is favored in particular by girls between the ages of 10 and... достаточно распространенное понятие, так называемый тайный дневник, особенно популярен у девушек в возрасте от 10 и до... So, there are secrets written in here? Значит, здесь записаны тайны? This particular diary is unused. Именно этот дневник не используется. It doesn't look unused. А по виду не скажешь, что не используется. It's somebody else's diary. Этот дневник принадлежит кому-то другому. How could you arrive at that conclusion? Как вы пришли к этому выводу? It is kept in my bedroom. It is mine. Он лежал в моей комнате, он мой. We need a clue to compare with the diary. Нам Something нужна... to prove who the original owner was. Нам нужна улика для сравнения с дневником. Что-то, что может доказать, что является... кто является его настоящим владельцем. Я думаю, кассета. Потому что на дневнике звездочка, на кассете вот эти звездочки. Но больше ничего такого подходящего нет. Разве что кассета. That's not it. Нет. Damn it. Фрей? Само досье? Ети, действительно. Вот же он. Let's take a closer look at this. Да голубая книжка. То же самое, что и тайный дневник, что подтверждает то, что хозяйка была Фифи. This blue book is the same thing as the secret diary, which proves it belongs to Fifi. Almost. Maybe just change one thing. Что тебя не устраивает? This blue book is the Понятно. same thing as the secret Формулировка. diary, which proves it belonged to Freya. You were hiding Freya's diary in your room, and you kept it locked, too. Вы спрятали дневник Фрей у себя в комнате, и вы же закрыли его на замок. Why would I do either of these things? Зачем бы я стала делать что-либо подобное? Зарытый в саду? В дневнике Фрей? Из ее спальни, в книге из библиотеки? Думала, что пропали. Картины из ее спальни? Freya thought there wasn't paintings kept in her bedroom. Nope. Так, Фифи. Хорошо. Фифи не хотела, чтобы кто-то увидел личные секреты в дневнике Фрей. Fifi didn't want anyone to see personal secrets within Freya's diary.
Is this true, Fifi? Это правда, I Фифи? know Freya was your friend, but if you're trying to hide something, Я знаю, что вы дружили, Фифи, но если вы пытаетесь что-либо скрыть... You did not know Freya, so this might be difficult to understand. Вы не были знакомы с Фрей, и вам, возможно, будет трудно это понять. She did her own thing, in her own way. Она делала то, что хотела, и делала это по-своему. By concealing Freya's written accounts, it is simply my intention to preserve her innocence. Решив скрыть записи Фрей, я просто хотела сохранить ее невиновность. Innocence? Невиновность? might be easier if you just let us read the diary, Fifi. Фифи, будет лучше, если вы просто позволите нам прочитать дневник. Very well. I will open it. Что ж, я открою его. However, as you read it, please remember, Однако, читая его, помните. Freya was the most kind and the most wise person I have ever known. Фрея была самым добрым и мудрым человеком, которого я знала. All right, Fifi unlocked the diary. Ладно, Фифи открыла дневник. Finally. What's in there? Наконец-то, что там? А это мы узнаем на следующем стриме. Простите, но придется поступить именно так. Блин. Я в еще большем восторге от игры, чем когда я ее просто смотрела. Мне кажется, у меня щенячий восторг от нее. Просто неимоверно. Злодейка хулиганка. Ну а как иначе? Вот, автосохранение есть, все есть. Давай выходите. Найс. Нойз. Давай на попе посмотрим. Гля, как клево. Ну, как мило с зонтиком. Вау! А вот здесь он выглядит очень стильно. Смущающийся. More precious things. For что? Очаровательно. Немножко недовольна. Совсем чуть-чуть. Очаровательно. О, здесь и наброски комнат есть. И улики более интересны. Короче. На следующем стриме будем тыкаться активно в галерею и заканчивать уже нашу историю, смотреть, что там такого все-таки случилось и произошло, и вообще, что у них там происходит, потому что это не просто путанная башня, это какой-то дурдом. Интересно, как в результате Фитц и Пенелопа оказались помолвлены? И все-таки не постарается ли Фитц быть с Поппи? В общем, завтра увидимся. Или послезавтра. Смотря какие будут планы. И обязательно продолжим. Я думаю, мы закончим. Там, скорее всего, не очень много должно было остаться в Tangle Tower. Вот. И сейчас Твичаку я переброшу на цирк, который потихоньку начинается. Очень интересная игрушка. Наподобие Darkest Dungeon. Даржера. Это я хочу жрать. Наподобие Darkest Dungeon, но цирк и смесь стимпанка. Вот. Я пошла искать еду, раз я хочу Даржер. А вам приятного вечерочка. Порадуйте себя, побалуйте себя чем-нибудь горячим, горячительным, приятненьким, вредным, полезным или чем-то такое. Вот. А я пошел. И выйдите.